Продолжается эскалация конфликта вокруг Украины. И сегодня это главная новость, которая волнует даже тех, кто и за новостями особо не следит. Все ведущие мировые политики ежедневно делают заявления относительно возможной войны. Дипломаты спешат покинуть Украину, закрываются или переносятся посольства из Киева. А обычные люди в Украине смотрят, где ближайшее к ним бомбоубежище находится. Все эти новости больше напоминают какой-то фильм. Сложно поверить, что кто-то на полном серьезе сегодня может обсуждать в современном мире глобальную войну, да еще с применением ядерного оружия. Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, то Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. Еще сложнее представить, что может быть открытый и масштабный конфликт между Россией и Украиной. Хотя за последние 10 лет между Россией и Украиной произошло довольно много событий, которые тоже до этого никто себе даже представить не мог. В прошлом году было 30 лет, как развалился Советский Союз. Одна страна распалась на 15 независимых государств. Я весь прошлый год выпускал 15 фильмов про каждую бывшую республику. Был фильм и про Украину. Он вышел не очень удачным, потому что я не мог лично приехать в страну, мне запрещен въезд. Делать подобный фильм издалека, не погрузившись лично в проблему, было неправильно. Поэтому сегодня я хочу дать слово Максиму Кацу. Он в конце прошлого года проехался по Украине, пообщался с людьми и, как мне кажется, очень неплохо рассказал, что сегодня там происходит, как живет Украина, как Украина прожила свои 30 лет независимости и к чему она пришла сегодня. Ролик про Украину снимать очень непросто, но мы решили попробовать еще раз. Этот ролик мы сделали нашей редакции по просьбе Ильи. Мне показалось это важным по двум основным причинам. Во-первых, мне хочется, чтобы россияне понимали, что происходит в Украине. Наша пропаганда только и делает, что врет про эту страну. Объективной информации довольно мало, найти ее непросто. И нам показалось важным, чтобы она была тут, у Ильи, в этом очень большом российском общественно-политическом канале. Во-вторых, мне кажется несправедливым отношение, которое получилось к Илье после того ролика. Да, он был неудачным, но именно у Варламова российские читатели смотрели информацию о многих важных событиях в Украине. Он был на Майдане, показывал все объективно. Тогда это был, пожалуй, единственный источник объективной информации в Рунете. Все следили за событиями на Майдане именно у Ильи. Этот YouTube продолжает быть в России одним из крупнейших независимых от власти общественно-политических медийных проектов. На таком канале, как этот, нужен объективный и подробный ролик про Украину. И мы попробовали его сделать. Надеюсь, что получилось. Давайте начинать. «30 лет назад, в декабре 1991 года, с подписанием Беловежских соглашений Украина окончательно перестала быть составной частью Советского Союза, обретя государственный суверенитет. Россия и Украина – довольно парадоксальный пример стран, очень похожих по базовым показателям, очень близких по всем отношениям, при этом с очень разной судьбой. Обе они вместе с Белоруссией – это три в прошлом самые советские республики из всех советских. Скажем, Прибалтика – это фактически внутренняя заграница. В Средней Азии и на Кавказе очень сильна инерция традиционных обществ, с общинной жизнью которых даже советская власть мало что на самом деле смогла сделать. Но мы хлебнули советской власти, советского образа жизни, всех ее прелестей, больше, чем кто-то еще. Принудительная индустриализация, коллективизация, голодомор, все ужасы сталинского режима, всеобщий и перманентный дефицит товаров первой необходимости, блат, все власти номенклатуры,
Сбор продуктов на новогодний стол в течение 2 месяцев из цепочки коррупционных сделок. Советское образование, советская культура, советское представление о карьере, достатке, о своем месте в мире. Не случайно именно главы России, Украины и Беларуси подписали формально кончину Союза в Беловежской пуще. Потому что Союз, как единое в том или ином виде государство, вполне мог существовать без Эстонии, Киргизии и Грузии, безо всех уже фактически обретших суверенитет частей. Но без 3 основных республик, на которые он опирался, не мог. Сегодня Россия, Украина и Беларусь – это по-прежнему 3 очень похожих страны. До предела урбанизированные, везде городское население свыше 70%, образованные, все сохранили диплом о высшем образовании как социальную норму, как необходимый минимум. Возрастные страны, везде средний возраст жителей около 40 лет. Все несут на себе массу рудиментов советского государства, начиная от формата социального обеспечения и заканчивая регулированием и степенью государственного участия в экономике. Причем даже не фактической степенью, а представлением общества о том, какой она должна быть. Все находятся с фундаментальной точки зрения в очень хорошем положении. Все набиты базовыми экономическими преимуществами. Но все сильно беднее, чем могли бы быть. Каждый раз в критической ситуации, как, например, нынешний коронакризис и кампания вакцинации, эти наши сходства – это общее наследие, посттоталитарная атомизация, недоверие друг к другу и к институтам, формат отношений общества и власти лезут из ушей так, как будто общая советская история закончилась совсем вчера. Тем не менее, при всех, иногда даже пугающих сходствах, полезно на примере Украины посмотреть, насколько далеко разошлись бывшие советские республики и насколько лженаучны любые разговоры о менталитете, как некой врожденной и неизменной сущности, определяющей политическое устройство государства. Культурно и исторически связанные народы, говорящие на одном языке, 70 лет прожившие в одном государстве с весьма условным республиканским делением, выросшие на одних и тех же книгах, фильмах, песнях и мультиках, насквозь советские люди, по-советски учившиеся в школе и институте, с советскими представлениями о мире, своей роли в нем, о работе и оплате труда, об обязанностях государства и отношении с ним общества. Ни в одной из 3 республик к концу советской власти не осталось уже людей, которые помнили бы какую-то другую жизнь, какую-то другую общественную и политическую традицию, помимо советской. Но наши 3 страны, начинавшие из одной точки, пошли 3 совершенно разными дорогами. Построили совсем не похожие друг на друга политические режимы. Беларусь – классическую популистскую автократию, совершенно латиноамериканского образца. Россия – гибридную информационную конструкцию. Украина же – единственная из 3 стран, при всех проблемах и несовершенствах сумела остаться конкурентной демократией. Сегодня мы поговорим об Украине и российско-украинских отношениях. Сразу хочу сделать важную оговорку. В последнюю очередь мне бы хотелось выглядеть каким-то ментором, который будет указывать соседней стране, как ей жить и развиваться. Я российский политик, и рассказ мой в первую очередь рассчитан на российских зрителей. В этом ролике я хочу представить политическую панораму Украины и рассказать об отношениях наших 2 стран для российского зрителя, чтобы вам стало более понятно, что же это за страна. Рассказ о любой стране традиционно начинается с ее истории. Но применительно к нашей теме история возникновения Украины как государства совершенно не важна. Хотя это любимая тема как российской пропаганды, так и некоторых украинских политиков. На ней удобно спекулировать. Первые говорят, Украина типа не существовала никогда как независимого государства. Ее большевики типа нарезали из исконно русских земель. Из чего как бы следует, что эту историческую оплошность нужно мигом исправить, возвратив кусочек некогда Великой империи в родную гавань. Вторые строят национальную идентичность, ища истоки в древней украинской истории. Кто-то ведет ее отчет с постреволюционной республики, кто-то и вовсе из глубины веков. Оба представления дискуссионные, мягко говоря, уж особенно первое. Но мы это обсуждать не будем, потому что главное не в этом. Главное в том, что это не важно. Нет такого государства, которое бы существовало как независимое испокон веков. Все современные государства – это результат войн, перемирий, компромиссов, торга, бюрократических ошибок,
династических браков, кровавых междоусобиц, революций, обмана и даже простого языкового барьера, когда люди думали, что договариваются об одном, а на самом деле получилось совсем иначе. А полмира и вовсе расчерчено по линейке. Просто потому, что колониальной администрации в Лондоне так было удобнее. Вот, смотрите. Никакой участок земли не был всегда чьим-то. Никто изначально не входил ни в какой состав. Каждый квадратный метр в Евразии за тысячи лет бурной истории этого материка сменил бесчетное число владельцев – вождей, князей, герцогов, графов, королей, ханов, царей, императоров. Если подняться на некоторый уровень исторического обобщения, то примерно весь сегодняшний Евросоюз – это сепаратистские провинции Римской империи. Государство не бренди в дубовой бочке. От возраста оно лучше не становится. Равно как историческая принадлежность какой-то территории к какой-то другой территории не дает никому никаких прав собственности. И вообще никаких прав. Все постсоветские республики – ровесники. Нам всем по 30 лет. Можно сколько угодно рассказывать самим себе исторические байки, хоть про Российскую империю, хоть про Киевскую Русь. Но советская власть разорвала всякую преемственность. Мы все в одинаковых условиях. Молодые государства, несущие на себе тяжкое социальное бремя посттоталитарных обществ. Украины никогда не существовало, Российской Федерации никогда не существовало, Беларуси никогда не существовало, Казахстана не существовало. Все это государства, созданные на веку совсем не старых ныне людей, на моих глазах. И тот факт, что в границах одного из них находится территория, которая когда-то была центром империи, не дает никаких преимуществ. На территории нынешней Испании находится центр империи, когда-то владевший полумиром. Язык этой империи по-прежнему родной для почти полумиллиарда человек в 3 десятках стран. Но это не дает Испании никакого преимущества и никакой власти, скажем, над Мексикой. Давайте начнем с того, что у Украины есть и чем она выгодно отличается от соседей по СНГ. В Украине действительно есть конкурентная политика. Конкурентная политика со всеми своими недостатками. Неадекватным влиянием олигархических групп, спорным с точки зрения представительства интересов спектром парламентских партий, с огромной ролью политиков-популистов, со всеми проблемами молодых демократий. Тем не менее, речь идет о регулярных, честных, разноуровневых конкурентных выборах, в результате которых действительно меняется политическая власть. Да, есть нюансы. Большие финансово-промышленные группы, имеющие огромное влияние на политику и политиков, на выборах не меняются и достаточно успешно отстаивают свои, в том числе и коррупционные интересы, при любой администрации. Понимая это, не стоит переоценивать влияние олигархата, равно как и недооценивать значение избранных политиков. Финансы – важный, конечно, ресурс, но политическая власть, формирование законодательства и его применение – существенно более значимый актив, а именно он разыгрывается на конкурентных выборах. Украина при всех издержках, при всей слабости институтов смогла сохранить конкурентную политику. Никакой авторитарный проект, свойственный многим молодым и неустойчивым демократиям, в ней не смог состояться. Никакого сращивания власти и собственности, как в России и Беларуси, не случилось. Друзья, кто помнит, когда последний раз ходил в магазин выбирать технику? Мне вот сложно вспомнить. Почти все сейчас проще купить с доставкой, даже продукты и одежду. А всего лет 10 назад большинство людей, скорее всего, пользовались в основном Алиэкспрессом. Люди ждали заказы неделями, а потом стояли за ними в огромной очереди на почте. С прошлого года заказы с Алиэкспресс можно получить курьером, а в отделениях почты появились отдельные пункты выдачи. Часть товаров теперь продается со складов в России, и получить их можно менее чем за 10 дней. Например, этот квадрокоптер обещают доставить за 6 дней. И цена на него уже ниже, чем в некоторых российских магазинах. Но можно сэкономить еще больше с кэшбэк-сервисом «Мегабонус». Сервис возвращает до 6,5% со всех покупок на Алиэкспресс. А в феврале здесь можно получить до 8,7% дополнительного кэшбэка со всех покупок в российских магазинах на Алиэкспресс. На покупки в основных магазинах маркетплейса дополнительный кэшбэк до 2,7%. Кроме Алиэкспресса, Мегабонус дает повышенный кэшбэк и в других магазинах. В некоторых он повышается в 5 раз.
Так можно вернуть с покупок до 40% стоимости. Магазины периодически меняются. Например, сейчас на одну покупку с Алиэкспресса можно повысить кэшбэк до 25,8%. Но к выходу ролика магазины могут смениться, так что проверяйте. Чтобы возвращать деньги с покупок, нужно зарегистрироваться на сайте и активировать повышенный кэшбэк. Магазины выбирайте на главной странице, их здесь более 3000. А вывести деньги можно удобным вам способом, например, на карту или пополнить баланс телефона. Если вы не хотите упустить повышенный кэшбэк, переходите по ссылке в описании или отсканируйте QR-код, который видите прямо сейчас. Чтобы понять ситуацию Украины, нам с вами нужно обсудить экономическое положение дел в стране. Нам нужно попытаться ответить на вопрос, как же так получилось, что общественно-политическая структура Украины намного более продвинутая, нежели наша, однако экономически мы Украину опережаем. И вообще это важный пример того, что одних лишь институтов сменяемости власти для экономического роста недостаточно. Хочу еще раз тут напомнить, этот ролик для россиян. Я не рассказываю тут украинцам, как им жить. Мы обсуждаем экономический вопрос на примере другой, очень похожей на нас страны, которая, однако, в последние 30 лет развивалась иначе. В этом обсуждении мы пока не касаемся важной проблемы с экономическим ростом в последние годы, военных действий в Донбассе и потери территории. Об этом мы поговорим позже. Но в 2014 году, до начала этих событий, ситуация была ничем не лучше, чем сейчас в плане экономики. Она имеет намного более глубокие причины. Первый вопрос, который я хочу обсудить в этом видео и на который хочу постараться дать ответ: как так получилось, что Украина, страна, стартовавшая с Россией в одной точке в 1991 году, при этом страна, не упавшая в ловушку авторитаризма и сохранившая у себя конкурентную демократию, так вот как так получилось, что Украина не смогла добиться такого же, как в России, экономического развития и богатства жителей? Если мы сравним главный экономический показатель, ВВП на душу населения, то мы увидим, что стартовав в 1991 году на очень низких значениях, мы двигались более-менее вместе до 1999 года. Но потом Россия начала резко расти, а вот Украина расти не начала. Почему так получилось? Ответ в том, что в Украине не были проведены рыночные реформы. Экономика по факту не перестроилась с советских рельс на рыночные до сих пор. Это звучит странно. Но при всем запросе на движение в сторону Запада, Украина сегодня намного менее западная страна в плане устройства своей экономики, чем Россия. Нельзя не сделать оговорку про скачок цен на нефть. Россия, будучи петрократией, выиграла от этого скачка. Но именно рыночные реформы помогли не потерять весь рост, когда аномальные цены нормализовались. Если не нравится Россия, можно посмотреть также на примеры Эстонии и Польши. Ни там нет нефти. Польша начинала с той же точки, что и Украина. Эстония с той же, что и Россия. Но в обеих странах население сейчас намного богаче, чем жители Украины. Нам в России в этом смысле повезло. Мы из нашей ловушки нищеты вырвались благодаря рыночным реформам, которые успели провести Егор Гайдар в 90-х и особенно Михаил Касьянов в начале 2000-х. У нас теперь вместо этого ловушка средних доходов. Это совсем другая история, не будем в нее сейчас углубляться. В Украине реформ, подобных касьяновским, не произошло до сих пор. Средняя заработная плата в Украине в июне 2021 года чуть более 14 тысяч гривен или около $500. Это на $150 ниже минимального размера оплаты труда в Эстонии. Это в 1,5 раза ниже средней зарплаты в России. Это в те же 1,5 раза больше средней зарплаты в Приднестровье, совершенно виртуальном, с правовой точки зрения, никем не признанном государстве. Украина просто не имеет права, находясь там, где находится, демонстрировать настолько чудовищные показатели. В сопоставимых с ней по подушевому ВВП странах значимая доля населения не умеет читать и писать. Да, с 2014 года появились понятные обстоятельства для стагнации. Утрата территории, война, разрыв экономических связей с крупнейшим до этого внешнеторговым партнером – Россией. Но этот эффект в контексте экономики часто выставляется универсальным ответом в дискуссиях, и это очень спорно. После небольшого периода экономического роста в нулевые, подушевой ВВП Украины не растет с 2009 года. Какая утрата территорий, связей, какая война была в 2010 году? В 2011, 2012? Какие препятствия были к реформам? Почему Украина не смогла достичь уровня хотя бы Сербии? Хотя вот уж выдающийся ориентир.
Страна недавно пережила масштабную гражданскую войну и настоящую внешнюю экспансию. Одна из беднейших стран в Европе. И они вдвое богаче Украины. Проблема тут не в отдельных событиях. Украина до Евромайдана 13-14 годов – эталонный пример институциональной ловушки. С одной стороны, это страна, у которой есть буквально все. Большое и образованное население, очень высокий, несравнимый по странам аналогичного ВВП на душу населения уровень человеческого капитала, удачное транзитное расположение в центре Европы, да еще и с выходом к Черному морю, мягкий климат, плодородные земли, бесконечный потенциал для развития почти любых отраслей, от высокотехнологичной промышленности до туризма. Нынешнее экономическое положение Украины для нее просто унизительно. Не имеет права страна, при всех негативных внешних вызовах, настолько образованная страна в центре Европы уступать по ВВП на душу населения Ираку. Нельзя жить со средней зарплатой, как минимальная в Румынии, и делать вид, что так и надо. Говоря очень просто, Украина слишком умная страна, чтобы быть такой бедной. Четверть века независимости Украина волокла на своих ногах колодки советских еще институтов, совершенно непригодных к обеспечению рыночных отношений. Это постоянно тормозило экономический рост. Это уничтожало фундаментальные преимущества. Даже сегодня, спустя почти 8 лет с победы Майдана, после каких-никаких слабых и непоследовательных, но реформ, какой-никакой, но приватизации, доля государственных расходов в ВВП Украины 47%. Это запредельный уровень. Это доля госрасходов на уровне богатейших стран Западной Европы, немногим ниже Швеции и Канады, по 53%. На уровне Люксембурга и Нидерландов. На четверть выше России. И, что совсем немыслимо, на четверть же выше Беларуси. Проще говоря, Украина перераспределяет через государственные доходы такую долю валового продукта, какую способны выдержать лишь самые богатые и развитые государства с самым высоким уровнем институционального доверия. Украинское государство занимается всем на свете. И это совсем не только инфраструктурные компании и естественные монополии вроде «Нафтогаза», украинских железных дорог, генерации электричества и сетей, что и по восточную сторону границы в руках государств. Государство в Украине занимается сельским хозяйством, выращиванием и заготовкой зерна. Это, кстати, одна из первых отраслей, от которой в России правительство избавилось в начале нулевых. Как несложно догадаться, производство хлеба государством влечет за собой сплошные коррупционные скандалы. Достаточно вспомнить эпопею с ГАК «Хлеб Украины», у которой каждая смена руководства показывала какой-то запредельный объем воровства. Добыча и продажа соли, разведение лошадей, химическая промышленность, горно-рудное дело, полиграфические услуги. Проще сказать, что украинское правительство не делает. Вроде картинг-клуба не организует, например. С точки зрения гражданина, государственное предприятие – худшая форма собственности. Строго говоря, государство, то есть все граждане, и так акционеры любой частной компании. Просто потому, что любая частная компания обязана платить государству налоги, отдавать часть прибыли и сдавать отчетность. Государство, то есть граждане через государство, контролируют деятельность любой компании через отчетность, а из собранных налогов государство платит пенсии, строит дороги, вооружает армию и делает все прочие свойственные государству дела. Причем, когда речь идет о частной компании, все граждане привилегированные акционеры. Они получают деньги в любом случае, даже если у компании нет прибыли. Она все еще должна платить массу налогов и сборов, как минимум налог на зарплату сотрудников. А если что-то пойдет не так, например, компания разорится, менеджмент примет плохие решения, то это только проблема самой компании. Налогоплательщики не пострадают. Им не нужно будет, кроме редчайших исключений, никуда вкладывать огромные средства, чтобы спасти убыточную компанию, чтобы она продолжила существовать. Получается, частная компания – это все плюсы акционера для гражданина, но без минусов. Совсем другое дело – компания государственная. Вас по праву рождения делают акционером без прав, но с обязанностями. Если госкомпания, производящая, например, хлеб или корм для лошадей, что только в Украине госкомпании не делают, так вот, если такая госкомпания начнет генерировать убытки, что с ней точно произойдет, то эти убытки компенсируются из вашего кармана. Вы будете платить за каждую флуктуацию рынка, за каждую ошибку или хищение вороватых менеджеров государственных. Просто потому, что вы маленькая часть огромного собственника.
При этом у вас нет даже тех минимальных прав, которые получает любой, кто купил хотя бы одну акцию General Motors в банковском приложении. Вы не можете запрашивать отчетность, не можете прийти на общее собрание акционеров. Вам вообще никто ничего не должен. Всегда должны вы. Именно поэтому иллюзия о надежной управляемой государственной собственности всегда работает в обратную сторону. Как только предприятие становится государственным, вы, как гражданин, теряете все бенефиты от владения им, которые у вас были. Но обретайте теперь все издержки. Прибыль такого предприятия никогда не ваша, зато убытки-то всегда ваши. Отчитываться менеджмент вам не обязан, но его ошибки – ваша проблема. Представьте, что кто-то сдает вашу квартиру. Всю прибыль от ренты получает риэлтор, а вот ремонтировать жилье, если что, придется вам. Справедливое распределение прибыли, как думаете? А так происходит с государственным предприятием. Частный бизнес по природе своей сильно отличается от государственного. Частный бизнес обогащается с прибыли. Он заинтересован в росте, эффективности и сокращении издержек. Накопление же неэффективности, рост издержек в конкурентной среде будет означать для частного бизнеса разорение и уход с рынка. На это место придет другой частный бизнес, и все будет хорошо. Для государственного же менеджера-чиновника прибыль не имеет никакого значения. Он зарабатывает с оборота. Падение эффективности, рост издержек для него – это не проблема. Это, наоборот, хорошо. Ведь на бессмысленные административные должности на заводе можно посадить своих друзей и родственников, бессмысленные услуги отдать каким надо подрядчикам, сырье покупать не по лучшей цене, а у самого себя через цепочку поставных компаний. Сплошные выгоды. И это все будет приводить не к разорению и уходу с рынка, а к росту дотаций со стороны собственника, от вас, от государства. Получается совершенно парадоксальная ситуация. Чем более ты убыточен, тем больше денег тебе дают. Значит, ты напрямую заинтересован рисовать потери, даже там, где их нет, и уж совсем не заинтересован делать предприятие прибыльным. Страшно убыточные предприятия, которые не упустят случая рассказать гражданам о своей стратегической значимости, но в совершенно бедственном положении могут сказочно обогатить свой менеджмент. А менеджеры, во-первых, сделают все возможное, чтобы госпредприятия никогда не попали в частные руки, ведь тогда доходы мимо зарплатной ведомости исчезнут. Да и сами назначенцы испарятся с управленческих постов. Во-вторых, в руках у госменеджеров есть огромный финансовый ресурс. И его, несомненно, направят на лоббизм и на пропаганду, чтобы приватизация никогда не случилась. На полях отметим, что государство-бизнесмен – это вообще ни в каком приближении не норма. Государство – это по определению арбитр на рынке. Оно должно устанавливать правила и следить за их соблюдением. Совершенно ненормально, когда арбитр становится капитаном одной из команд. Это создает жесточайший конфликт интересов. Так и чиновники-менеджеры заинтересованы писать такие правила, по которым они всегда выигрывают. Правила, которые вредят всем остальным. Так происходит в России, прошедшей за последние 15 лет путь стремительной национализации. Так происходит и в Украине, где приватизация толком и не начиналась. Я не просто так начал с сельского хозяйства. Исторически, со времен советской власти, сельское хозяйство в наших широтах – депрессивная, глубоко убыточная дотационная отрасль. Исторически бросить на село – очевидный способ навсегда окончить карьеру большого чиновника. Из министров сельского хозяйства не возвращаются. К началу нулевых в России была точно такая же ситуация, как сегодня в Украине. Государственный аграрный сектор, если не загнулся, если комбайны не ржавеют на полях, то точно уж разворован. Казалось, что это непобедимая проблема, что менталитет у нас такой. Село бухает, по жизни будем зерно из Канады возить. Спустя буквально 4 года после принятия нового земельного кодекса, приватизации как земель, так и предприятий, Россия стала экспортером зерна, а чуть позже крупнейшим экспортером пшеницы в мире. В Украине не существовало белого и легального рынка земли, что породило цветущий черный рынок. Чиновники от муниципального до министерского уровня весь срок независимости страны чудовищно обогащались на коррупционном перераспределении земельных участков. Отсутствие рынка земли породило целое сословие очень богатых и чрезвычайно влиятельных людей, жизненно заинтересованных в том, чтобы этот рынок никогда не появился, и они продолжали все контролировать как есть, и на этом обогащаться. У них в руках огромный ресурс как на лоббизм, так и на прямой саботаж земельной реформы, на пропаганду в крупнейших украинских СМИ.
Эти самые крупнейшие СМИ годами стращали граждан баснями о чудовищных перспективах земельной приватизации. Одной части общества говорили, что с востока придет Путин и скупит всю землю и отберет суверенитет. Другой части рассказывали о планах американцев по захоронению ядерных отходов на приватизированных землях. Все что угодно споют, как хочешь спляшут, только лишь бы реформа бы не прошла. Регулирование земельных отношений – это базовая функция государства. Она возникла не то что с первыми цивилизациями, она ровесник самого феномена власти. Если в государстве отсутствует настолько базовое регулирование, настолько очевидный институт, экономический рост сразу снимается с повестки дня. Это просто другая эпоха развития человечества. Даже с грехом пополам таки принятый недавно закон о приватизации земли имеет массу ограничений. Например, покупать землю могут лишь граждане Украины, что делает рынок земли уже не очень-то рынком. Вся эта бесконечная возня с земельным регулированием очень показательна, но это лишь частный случай. Посмотрев на любой сломанный институт, сдерживающий экономический рост, мы сразу увидим вполне конкретных интересантов того, чтобы он ровно в таком сломанном виде и оставался бесконечно. На абсолютное большинство вопросов о нынешнем экономическом положении Украины есть один ответ – системная коррупция. Украина деятельность коррупции выражается в цифрах. Украина самая бедная страна в Европе по ВВП на душу населения. И одновременно Украина самая богатая страна в Европе. И это еще более опасно. То есть Украина богата по ресурсам, в том числе по финансовым ресурсам, природным ресурсам. Но 7 олигархов держат Украину, концентрируют все ресурсы в своих руках. Вот эту бедную Украину держат в руках. И в результате у нас Украина всемирный рекордсмен по незрастанию ВВП на душу населения. И это единственная страна в Европе, которая на уровне субсахарной Африки по ВВП. Это катастрофа. Коррупция, которая управляет государственными механизмами и влияет на принятие решений. Избыточное регулирование, высокие и до предела запутанные налоги, зависимая судебная система, низкая конкуренция, монополизация. Все это для вполне конкретных людей не баг, а фича. И люди эти приложат все усилия и все свои ресурсы и возможности для сохранения того статус-кво, который их обогащает. Если государство не продает завод, это не значит, что существует какая-то фундаментальная и очень сложная причина его не продавать. Это значит лишь то, что кто-то очень успешно наживается на государственной собственности. И этот кто-то сделает все возможное. Всем расскажет о стратегической роли, обороноспособности и национальной безопасности, лишь бы не продать завод и не лишиться источника дохода. Проблема коррупции совсем не в чьем-то неправедном обогащении. Если бы все сводилось к строительству кричаще вульгарных дворцов, то и фиг бы с ними. Но коррупция всегда паразитирует на пороках государства. Коррупционер продает решение той проблемы, которую сам и создает. Если вы можете, например, получить паспорт в 2 клика, то нет никакой почвы для коррупции. А вот если для его получения нужно собирать тонны документов и разрешений, то открывается масса возможностей для получения взяток. И чиновникам совершенно невыгодно упрощать вам процедуру получения паспорта или разрешения на строительство, что намного более существенно. Коррупция продуцирует коррупцию. Чем больше денег зарабатывают коррупционеры, те, которые наживаются на паспорте или на разрешении на строительстве, тем больше у них ресурсов для того, чтобы откладывать, оттягивать и не позволять решать эти проблемы. За всем этим стоит личное обогащение вполне конкретных чиновников. Обогащение гигантское в применении к каждому конкретному человеку, но в масштабе экономики грошовое. И вот это грошовое обогащение стоит стране не миллионов, не миллиардов. Оно стоит целых процентов ВВП. Оно стоит ей будущего, потерянных лет развития. Просто чтобы кто-то украл совсем немного по государственным масштабам денег. Проблема коррупции не решается тем простым методом, который всем кажется очевидным – посадками и репрессиями. Проблема коррупции решается тем же методом, что и ликвидация всех ее негативных последствий – починкой тех пороков государства, на которых она паразитирует. Украина отчаянно нуждается в налоговой реформе. По суммарной налоговой нагрузке на экономику, которая достигает 50%, она обгоняет все страны регионов. Высокая налоговая нагрузка мешает развиваться бизнесу. Она ограничивает потребление домохозяйств. Это очевидно. Чем больше государство с вас требует,
тем меньше вы сможете потратить на инвестиции и потребление. Всегда ли это плохо? Не всегда. Если вы очень развитое и богатое государство, можно сказать, мы хотим очень высокий уровень общественных благ, бесплатное и качественное образование, здравоохранение, высокие пособия по безработице и по уходу за ребенком. Мы хотим, чтобы всем без относительного уровня достатка в нашей стране жилось комфортно. И мы готовы за это платить. Да, приходится отдавать половину своей большой зарплаты на налоги. Но если я эту зарплату потеряю, если мой завод закроют, если я тяжело заболею, государство, которому я платил большие деньги, позаботится обо мне и моей семье. Я не умру с голода и сохраню вполне неплохой уровень потребления. Что бы со мной ни случилось, институты государства поддержат. Кроме того, сами эти институты прозрачны и подконтрольны. Высокие налоги, высокая доля госучастия в экономике неплоха сама по себе и не хороша, но она требует двух обстоятельств. Очень богатой страны, просто для того, чтобы существовало то, с чего можно брать, чтобы можно было пожертвовать экономическим ростом во имя государства всеобщего благосостояния, и очень высокого институционального доверия, чтобы граждане точно знали, куда уходят их налоги. В противном случае вы не получите ничего, помимо стагнации и массового ухода от налогообложения. В Украине нет ни того, ни другого. Украина очень бедная и очень коррумпированная страна. Она просто не может себе позволить пренебречь экономическим ростом, а доверие к институтам еще не скоро вырастет настолько, чтобы все понимали, куда уходят их деньги и соглашались с этим распределением. Можно много платить за институты, когда они хорошие и устойчивые, когда можно продавать скорость роста в обмен на его устойчивость. Но убери из сравнения скорость, и все сломается. Проблема Украины не только высокие налоги, а они высокие, по оценкам PricewaterhouseCoopers, одни из самых высоких в регионе. Но проблема еще и в их выдающемся разнообразии и ужасных административных издержках. Одну из первых реформ предложил еще в 2014 году отец грузинского экономического чуда Каха Бендукидзе. Это отказ от внебюджетных фондов, социального сбора и переход к универсальному бюджету и единому налогу на доходы физических лиц. Эта реформа решила бы сразу много проблем. Она бы резко упростила расчет налогов для работодателей. Единая фиксированная ставка удобнее, чем целый зоопарк взносов с хитрыми коэффициентами. Реформа снизила бы общую налоговую нагрузку на оплату труда. Реформа уничтожила бы совершенно лишнюю бессмысленную прокладку между бюджетом, гражданами и компаниями, внебюджетные фонды, производящие только издержки на собственное существование, например, огромные здания и всякое такое прочее, менеджеров, которые там в них сидят. Кстати, прямой запрет, не только ликвидация, а именно запрет на создание внебюджетных фондов, одна из главных реформ Михаила Саакашвили в Грузии. Проще и дешевле для плательщиков, проще и дешевле для государства. Всем хорошо. Однако спустя 7 лет мы видим нечто иное. Зарплатные налоги в Украине выглядят сейчас так. 18% подоходного налога, это, кстати, на треть выше российского, 1,5% военного сбора и еще 22% из фонда оплаты труда – это единый социальный налог. Получается, эффективная ставка налога с зарплаты в Украине сегодня 34%. То есть, если в договоре работника 100 гривен, то на руки он получает 76,5, а работодатель отдаст 122. Ну, то есть, 122 он отдаст, а вы получите 76,5. Это один, но довольно показательный пример, как одной реформой можно сделать жизнь абсолютного большинства граждан, как работников, так и нанимателей, существенно проще и богаче. Украина единственная из республик бывшего Союза, кроме России, где может существовать по-настоящему развитый внутренний рынок. Она достаточно большая. В том числе может существовать и внутренний рынок высоких технологий. 40 миллионов человек – это население примерно как в Испании. Будь страна хотя бы на уровне средних доходов, хотя бы те же 10 тысяч долларов на душу населения, как в России, она бы по совокупному ВВП превосходила Аргентину и стояла бы вровень с Израилем, входила бы в первую тридцатку экономик мира. Но мы видим какой-то совершенно поразительный институциональный провал. Украина практически с самого начала развивалась как конкурентная демократия, но она смогла протащить через все эти годы совершенно внерыночные институты, унаследованные от советской власти и ее плановой экономики. Не были проведены даже те базовые реформы, которые без особого труда удалось реализовать первому правительству Владимира Путина под руководством Михаила Касьянова. Когда смотришь на реформы Касьянова сейчас, постфактум, это до того очевидные вещи, что прям неловко их перечислять. Это новый налоговый кодекс и упрощенная система налогообложения для малого бизнеса, благодаря которым налоги стало удобно платить и работа в легальном поле стала реальностью. Это таможенная реформа, ликвидирующая всепоглощающую коррупционную контрабанду.
Это земельный кодекс, создавший легальный рынок земли. Это упрощение законодательства, снижение регулирования и административных издержек. Как результат, снижение коррупционной нагрузки. Один из самых показательных индикаторов, эдакая международная канарейка, по которой можно понять, все ли с вашим государством в порядке, это IKEA. Шведская компания известна своей нулевой толерантностью к коррупции. Говоря проще, она не дает взяток чиновникам в странах, где работает. IKEA при всех издержках, при том, что на открытие магазинов вроде Самарского порой уходили годы, работает в России с 2000 года, уже больше 20 лет. Да, компания давно свернула инвестиционную активность, борьба с российской коррупцией ей наскучила, но тем не менее IKEA в России уже традиционная часть образа жизни крупнейших городов. В Украине IKEA никогда не было. Компания решилась войти на этот рынок только в 2019 году и открыла свой первый магазин только в 2021. Это хорошая метрика для сравнения двух стран-соседок с очень высокой коррупцией. Российская коррупция нулевых для IKEA была еще приемлема. Компания была готова с ней бороться на поле закона. Украинская коррупция и украинское законодательство, украинские налоги и таможня были неприемлемы для IKEA до 2019 года. А что такое отсутствие в стране IKEA? Это значит, что не создаются новые рабочие места. Это значит, что не растет ценовая конкуренция для потребителя, то есть нету предложения мебели, и мебель из-за этого дороже. Это значит, что одно из крупнейших государств Европы было настолько непригодно для бизнеса, что даже такой гигант, как IKEA, со всем его политическим лоббизмом, в том числе международным, долгое время не желал иметь дел с этим государством. Проблема экономики Украины не в том, что ей нужна какая-то волшебная палочка, какие-то невероятные, невиданные доселе реформы. Главная проблема и самая обидная в том, что все как раз очень понятно. Все реформы, которые следует провести, уже провели все остальные, не только развитые демократии, но даже Россия. Украина на том этапе развития, на котором она сейчас находится, то есть в состоянии бедной страны, для перехода в статус страны средних доходов, ей совсем не нужна какая-то очень сложная политическая реформа или строительство передовых институтов. Это не займет десятилетия. Это самые базовые шаги, которые, как мы знаем на примере России и правительства Касьянова, дадут эффект прям сразу, немедленно, в течение первых же лет. В отличие от России, Украина находится на том этапе развития, когда работают очень простые рецепты, когда экономике не надо помогать, надо просто чуть меньше ей мешать. Все страны, находившиеся на уровне развития сегодняшней Украины, росли совершенно одинаково. Они привели свое законодательство и правоприменение к тому минимальному уровню, где инвестиции уже возможны. А дальше все случилось само собой. Потому что инвесторы бросились на дешевую и квалифицированную рабочую силу и на активы, где неизбежен быстрый рост. Инвестиции создают рабочие места влекут рост доходов толкает внутренний спрос, рост внутреннего спроса привлекает новые инвестиции на свое удовлетворение и так далее по кругу. Имея все это, Украина обладает и премией страны догоняющего развития. Это недооцененная рабочая сила и активы, тоже недооцененные, возможность быстрого роста за счет технологий и внутреннего потребления. Нынешнее недоразвитие, квалифицированный инженер, готовый работать дешевле, чем китайский рабочий, это такое преимущество, которое с руками оторвет любой инвестор. Ровно в тот момент, когда в Украине начнутся хоть какие-то внятные реформы. На этой позитивной ноте перейдем к следующему разделу. Мы поговорили про положение дел с экономикой в Украине сегодня. В 2014 году ситуация была примерно такой же. Но в 2014 году произошло политическое событие, которое резко изменило положение в стране. Эти события тут называют революцией достоинства. И ни одно видео, добросовестно описывающее обстановку в Украине, не может обойтись без подробного рассказа о тех событиях. Расскажем и мы. Майдан, как говорят украинцы, оживает, когда страна стоит на пороге перемен. Так было в 1991 году с протестами студентов. Те события получили название «Революция на граните».
Так было в 2004 во время Оранжевой революции и в последний раз в 2013 году. Это был Майдан с приставкой «Евро». Эти события происходили здесь, на площади Независимости в Киеве. Чтобы понять причины Евромайдана, нужно погрузиться в украинский контекст того периода. При власти с 2010 года находился Виктор Янукович, имевший большинство в парламенте и репутацию пророссийского политика. Но, несмотря на это, официально страна продолжала двигаться в сторону объединения с Евросоюзом, принимая как заявления, так и соответствующие законы. Наконец, ноября 2013 года был намечен саммит в Вильнюсе, на котором, как ожидалось, Виктор Янукович должен был подписать договор об ассоциации Украины с Евросоюзом. Не буду подробно останавливаться на том, что конкретно дает это соглашение, но важно понимать, что это один из первых шагов на пути страны к членству в Евросоюзе. Примерно в это же время Россия занималась созданием собственного торгового объединения, которое получило название «Таможенный союз». Туда пригласили и Украину. Опросы общественного мнения, проводившиеся в тот период, давали примерно поровну сторонников как таможенного союза, так и европейского, с небольшим перевесом в сторону Европы. Поэтому лето 2013 года в Украине запомнилось тем, что страна стояла перед развилкой, которая стала ценностным выбором – на запад идти или на восток. В таких условиях Виктор Янукович решил торговаться, выпрашивая деньги и преференции то у одной страны, то у другой. Россия в этом процессе использовала разные аргументы. С одной стороны предлагали деньги, а с другой задействовали торговую блокаду. Летом на 10 дней вообще перекрыли всю торговлю с Украиной. А Евросоюз, делая уступки, все же объяснял, что находиться и там одновременно нельзя. А значит, рано или поздно придется выбирать. Какое решение в итоге будет принято, стало понятно 21 ноября, за неделю до саммита. Украинское правительство заявило, что приостанавливает подготовку к ассоциации с Евросоюзом, мотивируя свой шаг тем, что экономика України к такому не готова. Стоп-машина або розворот на 180 градусів. Ми не отримали чіткого сигналу. Уряд призупинив євроінтеграційний рух до кращих часів. Именно это событие, внезапная остановка движения в сторону Европы, и стало причиной Майдана. Не вопросы экономики, не претензии к власти, а крах надежд стал главным спусковым крючком, который запустил Майдан. В обществе уже существовал запрос на изменения во всех сферах жизни. Поэтому отказ от евроинтеграции был воспринят как сигнал, что перемен не будет. Эти надежды особенно были заметны среди студентов, у которых поддержка идей присоединения к Европе была особенно высока. И именно студенты громче всего заявляли о себе в первые дни протестов. Первые люди выходят на главную площадь Киева, площадь Независимости, по призыву украинского журналиста Мустафы Наема, который у себя в Фейсбуке позвал собраться на площади в знак протеста. Выходит сначала несколько сотен человек. Через несколько дней их число возрастает до нескольких тысяч. А в крупных городах по всей стране собираются аналогичные, хоть и менее многочисленные митинги. Основные лозунги этого периода – «Украина – это Европа», «Европа начинается с тебя» и тому подобное. Но, что главное, к протесту с самого начала массово присоединяются студенты киевских вузов, устраивая шествие от дверей своих учебных заведений к Майдану и к тем университетам, где студентов почему-то на митинги не отпускают. Несмотря на судебный запрет массовых акций и требования освободить площадь, люди не расходятся. Через несколько дней в Киеве собирается огромный 100-тысячный митинг с требованиями к президенту подписать договор с Евросоюзом. Надежда на это пока остается. В то же время Майдан не был однородным явлением. Необычным феноменом стало то, что студенты прогнали политиков с площади, считая, что те пришли только попиариться. Поэтому какое-то время существовало целых два Майдана. Один основной и многочисленный, а другой в нескольких сотнях метров в стороне, политический, поменьше. Несмотря на то, что такого массового протеста в Украине давно не было, Янукович отказался подписывать договор с Евросоюзом. К вечеру 29 ноября стало понятно, что ничего не получилось. На площади остаются ночевать несколько сотен человек, в общем-то демотивированные и с разговорами о том, что пора расходиться. Однако этот день вошел в историю драматический и стал поворотным во всех дальнейших событиях.
Ночью власть зачем-то решает показательно и жестоко разогнать тех людей, которые остались вон там на стеле за мной. По Институтской улице вниз сбегают полицейские и начинают прямо бить тех, кто там находится. На площади, где собираются в основном студенты, начинает все это происходить. Полицейские жестко избивают и задерживают оставшихся на ночь, а тех, кто пытается убежать, продолжают преследовать и бить дубинками. Кто знает, что было бы, не решить в ту ночь власть на разгон Майдана. Но история Виктора Януковича – это история о несостоявшемся автократе, который выдающимся образом сам себя сверг. Для применения избыточной силы, для разгона оставшихся на ночь на Майдане существовало ровно 0 реальных причин. Единственный мотив, который мог к этому подтолкнуть – демонстрация государственной силы, намерения в своей глупости идти до конца. Эффект бабочки, популяризированный массовой культурой, на деле сильно преувеличен. Как правило, за большими переменами, за трагическими страницами мировой истории стоят вполне фундаментальные факторы. Какие локальные обстоятельства дали им реализовать себя – это несущественные детали. Но приказ о силовом разгоне протестующих, совершенно бессмысленная демонстрация жесткой руки – эталонный пример редчайшего исторического феномена, когда одно единственное глупое действие навсегда изменило судьбу не только одной из крупнейших европейских стран, но всего постсоветского региона. Если мы отменим выстрел в Сараево, Первая мировая война все равно начнется. Готовым воевать странам подойдет любой повод. Если мы отменим приказ о разгоне, останется жива Небесная Сотня, пассажиры рейса MH17, Янукович останется в кресле и пойдет на очередные выборы, а Крым будет лежать где положено. Недовольство обманом из-за применения насилия в один миг превратилось в ненависть к государству. Это нужно было суметь, конечно. На следующий день после силового разгона Майдана кадры с избиением митингующих появляются с самого утра на всех телеканалах страны. Протест возрождается с новой силой, охватывая уже не только студентов, а все слои населения. Требования радикализируются. Теперь наравне с Украиной это Европа звучит банду прочь. Борьба выходит за рамки поддержки курса на Европу. Теперь это протест против произвола правоохранительных органов, против коррупции, за перевыборы парламента и в дальнейшем против Януковича и выстроенной им системы. Примерно в это время наша страна определяется со своей позицией по поводу происходящего. Начинает работать пропагандистская машина. Протестующих обвиняют, что они отрабатывают деньги НАТО, в ход идут прочие, хорошо знакомые, но далекие от реальности штампы. Как голубые еврокомиссары не смогли прибрать к рукам Украину? Наши планы не меняются. И почему Вильнюс не стал для Европы новым Мюнхеном? Массовые беспорядки в Киеве. Мэрия захвачена. Украинская власть не стесняется пугать жителей националистами и будет это делать все последующие месяцы, добавляя страстям накала, особенно на юго-востоке. Уже 1 декабря на улицы выходят до 500 000 человек, а в некоторые следующие дни и больше. На следующий день происходит акт никому непонятного насилия возле здания администрации президента, где вначале пострадали правоохранители, а затем журналисты. Оба этих события были осуждены протестующими, но в дальнейшем противостояние на Майдане приобретает устоявшийся относительно мирный характер. Время от времени спецподразделения пытаются оттеснить людей с улиц, а те не даются и занимают все большую территорию. Протестующие остаются на площадях в палатках, а с наступлением холодов, не встретив сопротивления, занимают киевскую администрацию и пару зданий в центре. Палаточный лагерь с первых дней протестов живет за счет самоуправления. Люди постоянно приносят еду, одежду, дрова. Каждое воскресенье на Майдане проводятся собрания в формате народного веча, куда приезжают люди со всей страны. Центральная площадь не контролируется милицией, а власть организует параллельный антимайдан и занимается преследованием активистов по всей стране. Приближается Новый год, и все замирают в ожидании. Что же будет дальше? Новая страница противостояния начинается 16 января, когда украинский парламент принимает сразу пачку законов, направленных на сужение прав и свобод граждан. С этого дня ужесточалось примерно все. Ограничивалась свобода собраний, вводились ограничения для средств массовой информации, появился запрет собирать информацию о правоохранителях и судьях,
Ввели даже термин «иностранный агент», который сейчас используется для репрессий в России. Эти законы были почти точной копией репрессивных законов, принимаемых тогда в нашей стране. Но в Украине они вызвали совсем иную реакцию общества. Законы назвали диктаторскими и просто не стали их соблюдать, продолжая выходить на митинги, но теперь в еще больших количествах. Жители Украины немедленно отреагировали, увидев в принятых законах желание запугать людей и развернуть репрессии. На ближайшем народном вече 19 января протестующие решают идти к зданию парламента, чтобы выразить возмущение новыми законами. Однако путь им преграждает милиция здесь, возле входа на стадион имени Валерия Лобановского. Прямо вот на этом месте позади меня. Противостояние неожиданно перерастает в настоящее длительное столкновение. Именно тогда протестующие впервые стали забрасывать силовиков брусчаткой и применили коктейли Молотова, а те отвечали водометами, резиновыми пулями и гранатами со слезоточивым газом. Автобусы, преграждающие дорогу, были сожжены, но к парламенту протестующие так и не вышли. Протест утратил мирный характер. В последующие дни противостояние начинает набирать обороты, что приводит к первым погибшим. Застрелены протестующие белорус Михаил Жизневский и украинец армянского происхождения Сергей Нигаян. Еще двое ранены и умрут в больницах позже. Увеличившийся градус насилия со стороны государства приводит к стихийным, массовым протестам в регионах. В трети областей митингующие захватывают администрации, а в других возле них проходят протесты. Массовых протестов не было только в Донецке и в Крыму. Власть пытается отбивать администрации и разгонять протесты, используя так называемых «титушек». Титушки – это собирательный термин для таких типа крепких ребят спортивного вида, которых власти негласно привлекали для силовых разборок и провокаций. Интересно, что термин хоть и собирательный, но имеет вполне конкретное происхождение от фамилии спортсмена Вадима Титушко, который участвовал в потасовках с оппозицией во время митингов в Киеве. Так что слово, которым мы сейчас называем всех подобных провокаторов, родилось здесь. Ни после принятых жестких законов, ни после столкновений и первых погибших собравшиеся на Майдане не отступали. Каждое последующее закручивание гаек или жестокость со стороны власти только повышало градус ожесточения и мало-помалу трансформировало настроение протестующих, которые еще вчера были готовы только на мирный протест, но не на противостояние с правоохранителями. Позже на смену обострению приходит мнимое затишье. Оно длится около месяца, и ближе к середине февраля наступают финальные и наиболее драматичные события. К этому времени становится понятно, что одних только перевыборов парламента недостаточно. Протестующие требуют смены власти и идут с этими требованиями к парламенту. Власть решает держаться до последнего и не идти ни на какие уступки. Во всем правительственном квартале Киева начинаются настоящие уличные бои. Милиция и титушки наступают, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На каждой улице строятся баррикады. Одни протестующие бросают в милицию все, что попадается под руку, другие уносят раненых и подносят брусчатку. Журналисты все это снимают. Так за событиями в Киеве следит весь мир. На этом фоне оппозиционные политики пытаются договориться с Януковичем при посредничестве Европы и России. Однако события развиваются слишком быстро, и люди больше не готовы терпеть Януковича ни в каком виде. Теперь столкновение с милицией уже по всему Киеву. В городе впервые за всю историю останавливается метро. Власть перекрывает въезды в столицу, но сюда все равно со всей страны массово едут люди. Звучит страшновато? Думаю, так оно и было. Но даже это оказывается не пределом. В конце концов, власть даже хочет привлечь к разгону протестов армию. Объявляется спецоперация. Майдан пытаются зачистить при помощи БТРов. Несколько машин даже таранят баррикады, но протестующие отбиваются. Трагическим итогом двухдневных боев становится массовый расстрел протестующих 20 февраля, прямо здесь. Непосредственно в тот день погибает 48 демонстрантов и 6 правоохранителей. Это кровопролитие невозможно было оправдать никакими политическими мотивами. Оно стало потрясением для всей Украины. В тот же день в парламенте разваливается правящая коалиция Януковича.
Міністерство внутрішніх справ України невідкладно припинити блокування співробітниками правоохоронних органів, транспортних комунікацій, інших вулиць, площ, провулків, бульварів у місті Києві та інших населених пунктах України. Забезпечити повернення співробітників правоохоронних органів до місць їх постійної дислокації. Депутаты большинством голосов принимают постановление, в котором осуждают насилие и выводят силовиков из Киева. Итогом трехмесячного противостояния станут более сотни погибших и более 2500 раненых. Парламент возьмет на себя ответственность за решение политического конфликта, а Янукович сбежит вначале из Киева, а вскоре и из страны. Позже этот же парламент лишит его полномочий, признав самоустранившимся от исполнения обязанностей. Происходящее на Майдане было не одним событием, а целой цепью эпизодов, где одни тянули за собой другие по принципу домино. Это результат длительного трехмесячного противостояния и все возрастающего гражданского ответа на насилие системы и попытку построения в стране авторитаризма. В Украине эту борьбу, дорого обошедшуюся стране, назовут революцией достоинства. Эта революция оставила глубокий след в коллективной памяти украинцев и определяет развитие страны до сих пор. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. В протестах на Майдане были представлены все социальные слои населения Украины. Но отдельно стоит остановиться на националистах, которые тоже там присутствовали и про которых наша пропаганда очень активно говорит. Впрочем, последние события на Украине показывают, что националисты и радикалы чувствуют себя вольготно, они хозяева положения и беззаконно творят, что хотят, безнаказанно творят, что хотят. Националисты пугали, по крайней мере поначалу, протестующих своими действиями и радикальными заявлениями. Они были представлены как политическим движением в виде партии «Свобода», так и позже образовавшимся на самом Майдане объединением активистов украинских ультраправых организаций, которые назвались «Правый сектор». Дальнейшие события показали, что влияние националистов было сильно переоценено. На ближайших после Майдана выборах ни «Правый сектор», ни «Свобода» не смогли попасть в парламент. «Правый сектор» получил всего 1,8% голосов, а «Свобода» 4,71% при проходном барьере в 5%. В 2014 году одно из главных пугал российской пропаганды, Дмитрий Ярош, принял участие в выборах президента Украины. Он набрал 0,7% голосов. Другой националист, Олег Тягнибок, набрал 1,16%. На следующих же парламентских выборах националисты пошли на выборы единым своим националистическим блоком, куда вошли и «Правый сектор», и «Свобода», и Тягнибок, и Ярош, все. Этот единый националистический список получил на выборах всего лишь 2,12% голосов. Националисты стали таким себе пугалом, на которое было удобно сослаться и которым было удобно пугать. Но не тем движением, которое выражает настроение большинства или даже значительной доли граждан Украины. И совсем не тем движением, которое имело бы существенную поддержку в украинском обществе. Таковой ситуация является и сегодня. Сама по себе резкая смена власти для любой страны является испытанием. Для Украины же это было только началом. В первые же дни после смены власти страна столкнулась с целой чередой проблем. Во-первых, исчезновение президента повлекло за собой дезорганизацию и вакуум власти. Единственным высшим легитимным органом остался парламент. Чтобы устранить эту проблему, были немедленно объявлены досрочные выборы президента, а исполняющим его обязанности стал спикер парламента и комендант Майдана Александр Турчинов. Были отменены все репрессивные законы, освобождены политические заключенные и протестующие. Также была возвращена Конституция 2004 года.
Таким образом, Украина вновь стала парламентско-президентской республикой, а не президентской, как было при Януковиче. Европейский Союз и Соединенные Штаты приветствовали решение парламента взять на себя ответственность за разрешение политического кризиса, но желали скорейшего проведения выборов президента для устранения неоднозначности. Александр Лукашенко, тогда еще президент Беларуси, хоть и осудил смену власти, но заявил, что и парламент, и исполняющий обязанности президента Турчинов для него легитимны в условиях, когда Янукович сбежал. Россия же изначально заняла позицию непризнания новой власти и назвала случившееся переворотом. Владимир Путин даже провел параллели с 1917 годом и заявил, что считает Украину новым государством, с которым Россия никаких договоров не подписывала и, следовательно, обязательств перед ним не имеет. Что на этой территории возникает новое государство. Так же, как было после крушения Российской империи, после революции 1917 года, возникает новое государство. А с этим государством мы никаких, и в отношении этого государства, мы никаких обязывающих документов не подписывали. Эта позиция, скажем так, звучная. Наши власти любят поговорить о переучреждении государства. Однако никаких оснований говорить так об Украине не было. На фоне глубокого кризиса власть взял на себя законно избранный парламент, который для разрешения ситуации объявил досрочные выборы. Вполне адекватный порядок действий. Но вернемся к постмайданной Украине. Вместе с Януковичем сбежали в Россию и некоторые высшие чиновники. Министр обороны, премьер-министр, глава МВД и прочие. Генеральный прокурор. Это создало серьезный хаос. У новой власти уйдут месяцы на то, чтобы вернуть стране управляемость. Тогда же началась российская спецоперация в Крыму, которая позже приведет к его отделению. И это также отвлечет много сил. Но подробно об этом я расскажу позже. На фоне правительственного кризиса последовали протесты в юго-восточных областях. Они были вызваны как самим фактом смены власти, так и отменой закона о региональных языках, который позволял приравнивать русский язык в отдельных областях к государственному. Решение об отмене в итоге так и не подпишут. Но это успеет спровоцировать недовольство. Изначально люди выступали в защиту русского языка и за федерализацию, то есть наделение областей большими полномочиями. Но почти сразу протесты переросли в движение за присоединение к России. У нас это называли «русской весной». В каждом городе на улицы выходили как противники новой власти, так и те, кто выступал против раздела страны и введения российских войск. И хотя масштабы митингов и близко не достигали киевских, на них в разных городах выходили тысячи человек. Встречи между ними перерастали в потасовки, которые милиция не была способна пресечь, поскольку была деморализована после применения сил на Майдане. Начавшись в конце февраля, протесты завершились только через несколько месяцев, и в разных городах это происходило по-разному. Например, в Днепропетровске, Николаеве, Херсоне и Запорожье стороны в основном только мирно митинговали. А вот в Харькове имели место жесткие столкновения сторонников и противников новой власти. Последние даже захватили здание областной администрации и вывесили российские флаги. С другой стороны, сторонники новой власти проводили массовые демонстрации. Через месяц милиция освободит захваченное здание администрации, и протест в Харькове закончится. В Одессе случились трагические события, поэтому остановимся на них подробнее. В этом городе сторонники антимайдана построили большой палаточный лагерь на одной из центральных площадей, провозгласили свою республику и выдвинули требования к новой власти. Итогом этих событий стали трагические столкновения у Дома профсоюзов. 2 мая группа антимайдана при бездействии милиции попробовала напасть на более многочисленную колонну сторонников Майдана. Среди них, сторонников Майдана, от огнестрельных ранений погибли 2 человека. Но противники Майдана, даже прикрываемые милицией, вынуждены были отступить в торговый центр Афина и были там заблокированы. Позже милиция все же начнет действовать и разделит стороны кордоном, выведя и арестовав людей из торгового центра. Одновременно с этим часть сторонников Майдана примет решение отправиться сносить лагерь антимайдана, который расположен на площади, рядом с Домом профсоюзов. Противостояние закончилось ужасной трагедией. В здании Дома профсоюзов, где укрылись сторонники антимайдана, вспыхнул пожар. Погибли 46 человек. Это событие было воспринято в Украине однозначно, как ужасная трагедия. В стране был объявлен общенациональный 2-дневный траур, а в Одессе этот день теперь траурный ежегодно.
В других городах протесты постепенно угаснут, но в Донецке и Луганске все пойдет по иному сценарию. Будут захвачены областные администрации, объявлены народные республики и даже проведен референдум об этом, а столкновения сторонников и противников новой власти будут особенно жесткими. Особняком тут стоят города Мариуполь и Славянск. В Мариуполе, на то время депрессивном промышленном городе на Азовском море, противники власти несколько раз захватят городской совет, а затем попробуют разоружить военных. В конце концов, это выльется в силовой захват отделения милиции 9 мая и в перестрелку в центре города. В результате Мариуполь останется вообще без какой-либо власти, а присутствие правоохранителей ограничится только блокпостами на въезде в город. Вооруженные сторонники антимайдана окопаются в центре города, и только через 2 месяца Мариуполь будет освобожден в результате спецоперации. А что касается Славянска, то именно с событий в этом городе начинается отсчет того, что потом назовут войной. В других городах в протестах с обеих сторон участвовали в основном граждане Украины, и лидерами также были украинцы. В Славянске же 12 апреля вооруженная группа людей из России, возглавляемая известным Игорем Гиркиным, отставным полковником ФСБ, захватила отделение милиции, а затем и целый город, и начала открытое вооруженное противостояние с новой властью. На борьбу с ними Украина была вынуждена отправить военных. Через некоторое время протесты на юго-востоке начали сходить на нет на фоне внешней агрессии и консолидации общества. Примером такой консолидации стало избрание Петра Порошенко новым президентом сразу в первом туре, что для Украины нетипично. Все эти события происходили очень быстро и почти одновременно. Не успевала страна опомниться, как вспыхивал то Крым, то протесты, то вообще возникали вооруженные люди. Тут надо сказать, что еще во время Майдана и потом, особенно в период нестабильности и бессилия власти, значительную роль сыграли простые люди и их самоорганизация. Нечто похожее в России было во время наводнения в Крымске в 2012 году. Тогда многие люди, еще вчера жившие своей жизнью, внезапно оказались вовлечены в общее дело в качестве волонтеров. В Украине массовое волонтерское движение возникло во время и после Евромайдана. Кто-то помогал переселенцам из зоны боевых действий, кто-то военным. В каждом супермаркете Украины тогда можно было встретить специальные тележки, где любой желающий мог оставить еду, и в тот же день она отправлялась туда, где была нужна. Так прошли несколько напряженных месяцев, когда страна стояла перед многими вызовами сразу, и ни с одним из них не было до конца понятно, чем закончится дело. Крым – поворотная точка в истории Украины, России и отношений между нашими странами. Событие, которое разделило время на до и после, а людей по обе стороны границы на тех, кто называет его аннексией и оккупацией, и тех, кто считает его присоединением, воссоединением или возвращением в родную гавань. По поводу даты начала Крымской операции мнения расходятся. Путин утверждает, что отдал приказ о ее подготовке 23 февраля 2014 года, на следующий день после бегства Януковича. Но многие обращают внимание на российские медали за присоединение Крыма. Там отчеканена дата 20 февраля. В этот день Янукович еще находился в своей резиденции, и госпереворот, как трактует события Майдана российская пропаганда, еще не произошел. Но возможно, что в Москве готовились к такому развитию событий. После бегства Януковича ситуация в Крыму начала обостряться. В Севастополе, где находилась база российского военно-морского флота, от власти был отстранен мэр города Владимир Яцуба, который призвал не поддаваться на провокации и сохранять единство с Украиной. Фактическим главой администрации стал российский гражданин Алексей Чалый. Поговорим немного о персонах той истории. Чалый хоть и родился в Москве, но еще в раннем детстве переехал в Севастополь вместе с семьей. В 90-х он стал довольно крупным бизнесменом. Создал и возглавил компанию «Таврида Электрик». Также Чалый занимался общественной деятельностью, спонсировал несколько пророссийских проектов, например, историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея». Во время протестов 2013 года он создал движение «Республика», выступавшее за проведение референдума по выходу Крыма из состава Украины в случае смены власти в Киеве. Политическая карьера Чалова оказалась довольно короткой. На посту главы Севастополя он пробыл всего до апреля 2014 года, после чего передал полномочия заместителю командующего Черноморского флота Сергею Миняйлу. Затем некоторое время он был председателем законодательного собрания Севастополя, а в 2016-м окончательно ушел из политики. На примере Алексея Чалова, который последовательно и давно симпатизировал России и хотел присоединения Крыма, можно видеть, что в местной политике с приходом России как-то не оказалось места для человека, который искренне симпатизировал ей.
Мечты о воссоединении и реальная путинская Россия – очень разные вещи. Что касается другой известной личности времен крымских событий, генпрокурора Натальи Поклонской, то некоторое время она проработает в Крыму, а затем станет депутатом Государственной Думы России. На новой должности она станет делать экстравагантные заявления, а также проявит подозрительно сильную любовь к Николаю II. Похожая судьба постигнет и Игоря Гиркина, который после Крыма вплотную занялся разжиганием войны в Донбассе. По его стопам пошли другие боевики, некоторые стали впоследствии известными командирами отрядов. На слуху их донбасские позывные – Гиви, Моторола или, скажем, Бэтмен. Через некоторое время полевые командиры начнут один за другим умирать загадочными смертями. Игорь Гиркин, не будь дурак, поймет намеки раньше всех, бросит все и уедет в Москву, где и останется вести блог и грезить Новороссией. Однако эти события случатся позже, а пока вернемся в Крым 2014 года. В Симферополе также проходят многотысячные митинги сторонников и противников власти, один из которых 26 февраля закончится столкновением у здания Верховного Совета Автономной Республики. В давке погибают 2 человека. На следующий день в Крым вошел российский спецназ. Точнее, это мы сейчас знаем, что это был российский спецназ. А тогда это были просто вооруженные люди в форме и без знаков различия. В тот момент Кремль категорически отрицал, что это российские военнослужащие. Они взяли под контроль важнейшие объекты инфраструктуры, а также правительственные здания и подняли над ними российские флаги. Под контролем этих зеленых человечков или вежливых людей, как их называло российское телевидение, в те дни состоялось заседание Верховного Совета Крыма, на котором главой правительства Крыма был назначен глава небольшой пророссийской партии Сергей Аксенов. Аксенов – пророссийский крымский политик, давно занимающий пророссийские позиции. Однако ранее в Крыму его партия не получала значимой поддержки на выборах. На последнем голосовании в 2010 году «Русское единство», где он был лидером, получило 4% голосов. Теперь же Аксенов – глава Крыма. Он переподчиняет себе все силовые структуры Крыма, и те вместе с вежливыми людьми, то есть российскими спецназовцами и отрядами самообороны, блокируют украинские военные части. Военным ставится ультиматум – либо перейти на сторону новых властей, либо сложить оружие и покинуть полуостров, либо готовиться к штурму. В ситуации отсутствия внятных приказов из Киева большинство командиров выбрали первый или второй варианты. Но в нескольких случаях дошло и до штурма. Так случилось, например, с базой морской пехоты под Феодосией. Во время штурма одной из воинских частей погиб украинский прапорщик Сергей Кокурин. Вскоре на территории Крыма не осталось ни одной боеспособной части украинской армии. Впрочем, сопротивление отдельных частей продолжалось до конца марта. Например, чтобы украинские корабли не смогли выйти в море и перебраться в Одессу, выход из бухты Денузлав был блокирован, для чего специально затопили один из кораблей Черноморского флота. Сопротивление команд на кораблях продолжалось до 26 марта. Авиабаза Бельбек под Севастополем перешла под контроль российских частей лишь 22 марта. За судьбой украинских частей и кораблей пристально следили в Украине. Но внятных приказов и сопротивлений не было. Страна переживала коллапс власти после Майдана, и было принято решение максимально затягивать время. Однако события развивались стремительно. Еще в первые дни конфликта Верховный Совет принял решение о проведении референдума о расширении автономии Крыма. Голосование было назначено сначала на конец мая, затем на 30 марта, но уже 6 марта дату опять принесли, и референдум состоялся в итоге 16 марта 2014 года. За 10 дней. Позднее известный по войне в Донбассе Игорь Гиркин в своих интервью признавался, что после захвата спецназом Верховного Совета лично принимал участие в организации добровольного голосования депутатов. Я не увидел, к сожалению, никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился. Не увидел. Не было ее. Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Чего уж там говорить-то. Да, я был одним из командиров этих ополченцев. Я это все видел изнутри, собственными глазами. Понятное дело, что такое мероприятие с голосованием под контролем вооруженных людей честным волеизъявлением не назовешь. Чтобы организовать нормальное голосование, необходимо время, дебаты, свободные высказывания обоих сторон. Тогда люди могут определиться и принять решение, чего именно они считают правильным сделать. В Крыму же все происходило молниеносно. Об этом в моем ютубе есть отдельный ролик, если вам интересно, посмотрите. На следующий день после референдума, 17 марта 2014 года, Крым объявил о своей независимости. А еще день спустя Владимир Путин подписал указ о вхождении республики в состав России. Началась новая эпоха в жизни наших стран.
Эпоха, которая не соответствует 21 веку, в котором больше не воюют за захват территорий, по примеру, империй прошлых веков. Крымские события очень сильно изменили и Россию, и Украину. Для России это стало очень важной точкой на пути наращивания конфронтации со всем остальным миром. Путин еще за много лет до этого изменил курс внешней политики от сотрудничества с Западом на противостояние ему. Но после событий в Крыму, которые практически все страны мира считают по-прежнему украинским, Россия окончательно превратилась в изгоя. В дополнение к мерам, объявленным 2 недели назад, США вводят новые санкции в отношении ключевых секторов российской экономики – энергетического, оборонного и финансового. Экономические санкции и ответный запрет на ввоз продуктов из Европы и США, из-за которых взлетели цены на товары в российских магазинах, обвал курса рубля – все это последствия крымских событий. Сам полуостров превратился в дотационный регион, требующий существенных вложений из федерального российского бюджета. Но зато история с Крымом вызвала резкий взлет рейтинга Владимира Путина, и он держался на запредельно высоких уровнях еще несколько лет. Для Украины действия соседа, который воспользовался сложной ситуацией, чтобы отобрать кусок территории, стали шоком и полной неожиданностью. Вместе с войной на Донбассе, которая началась чуть позже, аннексия Крыма стала причиной самого серьезного кризиса в отношении украинцев к россиянам. Теперь нам предстоит еще очень долго искать точки соприкосновения и выхода из этого кризиса. Любая война — это всегда трагедия. Рано или поздно она достает даже тех, кто подумать не мог, что война может его коснуться. Особенно катастрофично, когда это происходит у вас по соседству. Именно такой трагедией стала война на украинском Донбассе, которая началась почти 8 лет назад. Как утверждает наша пропаганда, к власти в Украине пришли фашисты и решили подавить протесты на юго-востоке танками. Потому что Украину создают как антипод России. Поэтому предпочитают не замечать ничего, в том числе и свастики, с которыми по городам Украины ходят неонацисты. Но после Майдана никто не решился бы на подобное. Слишком драматичный опыт страна получила после того, как Янукович попытался расправиться с протестующими. В реальности отправной точкой конфликта стало то, что 12 апреля 2014 года группа вооруженных людей, прибывшая из России и возглавляемая отставным полковником ФСБ Игорем Гиркиным, захватила отделение милиции в городе Славянске Донецкой области и начала вооруженную борьбу против новой украинской власти. Вот что говорил об этом сам Гиркин. Я участвовал в возвращении Крыма в состав России, но не как сотрудник спецслужб. Можно сказать, как доброволец, с одной стороны, второй, как доверенное лицо самого Аксенова на тот момент и своего формального шефа Константина Малафеева. Правда. Если бы наш отряд не пришел на Донбасс и не стал бы ядром сопротивления, ядром русской весны на Донбассе, то, скорее всего, без этого ядра русская весна была бы подавлена в зародыше. Они свободно заняли всю границу без боя. На момент моего выхода из Славянска в ДНР не имело ни 1 метра границы с Российской Федерацией. Единственный переход был в Изварино, в Луганске. И то его удерживало подразделение 205-го, 205-й это позывной, который снабжался мной из Славянска. Я ему передавал оружие и боеприпасы. Украина в ответ начала антитеррористическую спецоперацию. Впоследствии военные действия охватили целые города, а вскоре и примерно половину Донецкой и Луганской областей. Применялись танки, артиллерия и самолеты. Началась настоящая война. Готовы ли были к войне украинские военные? Вот вам иллюстрация. В самом начале военных действий в апреле 2014 года один из отрядов вооруженных сил Украины был разоружен местными жителями в Краматорске, а БМП отряда были угнаны в Славянск. И подобные случаи не единичны. В этот период начавшуюся войну можно было заморозить на уровне локального инцидента, буквально остановить. Но на это не было политической воли в России. Наша страна активно поставляла сепаратистам технику, например, ту, которая позволяет сбивать самолеты. Были сбиты несколько вертолетов и целый самолет с десантниками, которые направлялись в Луганский аэропорт. Погибло 49 человек. Среди них был, например, Сергей Шостак, родившийся в Днепропетровской области. Он погиб в 33 года. У него остались жена и 2 детей. Еще 2 погибших в упавшем самолете родились в России. Владимир Бурковцов в Белгородской области и Александр Казалий. Он родился в Приморском крае. Дальше шло по нарастающей.
В результате, в самый разгар боев летом 2014 года в небе над Донбассом из зенитного комплекса «Бук» был сбит гражданский самолет Boeing MH17, который направлялся из Амстердама в Малайзию. Погибло 298 человек. Война в прямом смысле коснулась тех, кто ждал этого меньше всего и просто пролетал мимо на гражданском самолете из Нидерландов в Малайзию. Среди пассажиров были самые обычные люди. Ну вот, к примеру, Ник Норрис, австралиец из города Перт. Он с 3 дочерьми, которых звали Мо, Эйви и Отис, возвращались с семейного праздника в Европе домой в Австралию и погибли из-за выстрела Бука с территории Донбасса. На этом этапе, после трагедии рейса MH17, конфликт привлек внимание всего мира и тоже мог закончиться, будь на то политическая воля России. Но в августе 2014 года произошла военная эскалация. Итог – погибшие в Иловайске украинские военные, могилы десантников в Пскове. Появились пленные с обеих сторон, в том числе из кадровых российских частей. Почему нет? Вы так сказали, как будто это невозможно. Нет, надо будет зайти за военными билетами, за телефонами, за сим-картами, за вещами, но... по крайней мере, после этого всего, что произошло, мало сейчас кто хочет уже дальше служить. Война достигнет апогея в 2015 году и начнет стихать после боев за станцию Дебальцево и Донецкий аэропорт. Обе эти точки стали местами ожесточенных боев. После война станет менее интенсивной, но не закончится. Что же мы имеем к 2021 году? Неподконтрольными Киеву остались 30% Луганской и Донецкой областей. Длинные линии окопов, которые, кстати, каждый может увидеть на Google Maps, фронт протянулся от Мариуполя у Азовского моря к Донецку, от Донецка через Горловку к Луганску и так до самой границы с Россией. На всем протяжении линии фронта находятся сотни тысяч человек. Это колоссальные людские ресурсы, которые буквально изъяты из экономики. Каждый месяц гибнут мирные жители и военные с обеих сторон. Вследствие конфликта уже погибло более 13 тысяч человек, еще около 40 тысяч получили ранения. Стало ли лучше жить после начала войны? Конечно, нет. Об этом скажут более 1 миллиона беженцев и еще большее число тех, кто не смог уехать. Линия фронта разделила родственников и друзей, которые теперь вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы попасть на другую сторону. Попытки построить русский мир по-путински создали из относительно благополучных Луганска и Донецка подобие конфликтной Африки. Тут полный правовой вакуум, огромные цены буквально на все, отсутствие работы, качественной медицины и, конечно, выборов. Постоянных обстрелов, когда регулярно приходилось прятаться в подвалах, уже сейчас нет, но и нормальной жизни тоже нет. Как вообще получилось допустить войну в 21 веке, да еще и там, где люди помнят ужасы Второй мировой войны? Война на Донбассе стала еще одной мрачной страницей нашей российской современной истории. Русский мир, изобретенный кремлевскими теоретиками концепт, сегодня воспринимается вполне однозначно. Типа, если на вашей территории значимая доля населения говорит по-русски, то мы идем к вам. Мы придем к вам со своей пропагандой, будем финансировать самые радикальные политические силы, будем работать на языковой раскол вашего общества. Русский мир – это война. Это Донецк и Луганск. Это прокси-агрессия, создание сепаратистских движений, их военная, финансовая и политическая поддержка. Это убитые и раненые. Это территории, сознательно удерживаемые во внеправовом статусе. И все-таки задолго до того, как безумие политтехнологов и завиральные идеи о реставрации не то Советского Союза, не то Российской империи превратились в реальную агрессию, русский мир существовал. Он так не назывался. Мы просто жили в нем каждый день, извлекая из этого обстоятельства большую выгоду. Для любой российской, украинской, белорусской компании самым естественным внешним рынком становились соседи по СНГ. Любой сайт на русском языке, любой сервис от поисковика до соцсети с момента своего запуска работал не на внутренний рынок, а на все постсоветское пространство, для которого русский язык был основным. Яндекс и ВКонтакте во многом стали тем, кем стали мегауспешными локальными конкурентами глобальных компаний, именно потому, что локальный их рынок с точки зрения охвата и привлечения талантливых кадров никогда не ограничивался государственной границей Российской Федерации. Они изначально обслуживали всю постсоветскую языковую среду. Но самый показательный пример – нынешний президент Украины Владимир Зеленский и его основной бизнес – студия «Квартал 95».
Внутри Украины это был бы просто довольно успешный творческий коллектив, получающий неплохие деньги на гастролях. Но студия стала целой корпорацией, и получилось это именно потому, что все основные продукты «Квартала» с самого начала интернациональные. Фантастически успешный сериал «Сваты» снят украинской компанией на украинской территории, о чем мог и не догадываться зритель телеканала «Беларусь-1» или «Россия», транслировавших его ничуть не с меньшим успехом, чем «Интер» в Украине. Потому что Будько и Ковалевы, сыгранные российскими актерами для украинской компании, не граждане Украины, России или Беларуси. Они универсальные постсоветские архетипы, живущие в типичной постсоветской реальности. Ситуации, в которые они попадают, их окружение, шутки и гэги универсальные и узнаваемые для всех нас. Деревня семьи Будько, городская квартира Ковалевых, черноморская домашняя гостиница. Каждая локация — это не Киев, не село Мощук и не Ялта, где фактически шли съемки. Это просто типичная постсоветская деревня. Точно такая могла быть в Псковской или Могилевской области. Знакомая каждому зрителю региона городская многоэтажка из «Ночных кошмаров» Ильи Варламова. Точь-в-точь такие стоят в Минске и в Москве. Полулегальный гостевой дом на побережье. В кадре Крым, но могла бы быть и Анапа. Страна, в которой происходит действие, нигде не называется. Нигде не упоминается даже валюта расчетов. Потому что для повествования это совершенно не важно. Вот так работает настоящий русский мир. Ты можешь создать продукт, который не просто будет без перевода понятен огромному региону, но за счет культурной и исторической общности этот продукт для всего региона будет своим. Существует очень простой, логически безупречный, эмпирический наблюдаемый тезис. Принадлежность к большой языковой среде – это фундаментальное преимущество. Я веду свой канал на русском языке. Меня могут смотреть зрители из России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, частично из постсоветских республик Кавказа и Средней Азии, а также многочисленные русские, украинские и белорусские диаспоры по всему миру. Кстати, подпишитесь на мой канал, если еще нет. Так вот, потенциальный охват YouTube-канала на русском языке более 250 миллионов человек. Мои 800 с лишним тысяч подписчиков для русскоязычного сегмента совершенно не выдающийся результат. Хороший, но среди многих. Притом, это прям настоящая коммерческая компания у нас, которая приносит хороший доход, дает работу десяткам людей, продает рекламу за серьезные деньги. Но в рейтинге русскоязычных каналов я занимаю почетное место ближе к концу 2000. А Илья Варламов, где вы сейчас смотрите этот ролик, со своими 3 миллионами подписчиков занимает 336 место. Если бы я вел на свой канал, например, на греческом языке с потенциальным охватом в 12 миллионов человек, то мой результат был бы впечатляющим. Может, это был бы самый большой канал вообще. А результат Варламова вообще был бы недостижим. Язык — это не фланг, и не герб, и не гимн. Это не символ, а прикладной инструмент. И чем больше людей им пользуются этим инструментом, чем больше клиентов, зрителей, работодателей, читателей его понимают, тем лучше этот инструмент. Обширная языковая среда гарантирует вам, при прочих равных, большую успешность. Русский язык не чета, конечно, английскому. Максимальный тираж книги на русском языке никогда и близко не подойдет к рекордам англоязычных изданий. Шведский видеоблогер PewDiePie ведет свой YouTube-канал именно на английском языке, и у него рекордные 110 миллионов подписчиков. Наша языковая среда существенно уже, но общий большой язык, историческая и культурная связь – почти единственное советское наследие, которое приносило нам всем большую пользу, а не вред. Точно так же, как испанский и английский языки – редчайший образчик колониального опыта с аналогичным эффектом. Но, в отличие от Англии, Испании, Франции или Португалии, российское руководство сознательно превратило русский язык из преимущества в угрозу. Власть прямо и недвусмысленно заявила: русский язык – наша собственность, наше господство и наши границы распространяются всюду, где живут носители русского языка. Чем более распространен у вас в вашей стране русский язык, тем более условным и ограниченным становится ваш суверенитет. С аннексией Крыма, с агрессией на востоке Украины эти декларации обрели реальный вид. И с точки зрения долгосрочных последствий это главный грех российской автократии. Вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан Юго-Востока
Украины. Напомню, что это ведь, пользуясь терминологией еще царских времен, это Новороссия. И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством. Раньше или позже, по той или иной причине, автократ перестанет занимать свое кресло. Раньше или позже в России произойдет политическая реформа. Мы перестанем сажать людей за мнение, пачками снимать кандидатов с выборов, писать безумное репрессивное законодательство и нападать на соседние страны. Но процесс, сводящийся к тому, что гражданину лучше не понимать Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева без перевода, процесс вытеснения русского языка из оборота на постсоветском пространстве остановить будет очень непросто. Если вам кажется, что речь идет о столетиях, то это совсем не так. У нас перед глазами опыт Грузии, где общество довольно четко поделено по отметке в 30 лет. Молодые люди не говорят по-русски. Совсем молодые люди русского уже не понимают. Русского языка нет в культурном обороте Грузии. На нем не ведут соцсетей, на нем не пишут книги, не снимают ролики в Ютубе и не пишут песни. Чтобы оценить тот безумный путь, который по вине Путина мы прошли, достаточно одного факта. На президентских выборах в Украине 2004 года, которые закончились оранжевой революцией, Владимир Путин открыто и активно поддерживал Виктора Януковича. Для молодого зрителя нужно пояснить, потому что при взгляде из дня сегодняшнего может быть не совсем ясно, что я имею в виду. Владимир Путин не походя ответил на вопрос журналиста, не обмолвился на прямой линии, что один кандидат в президенты ему нравится больше, чем другой кандидат. Владимир Путин буквально участвовал в президентской кампании Януковича. Он несколько раз в предвыборный период ездил в Украину и даже провел с Януковичем совместную пресс-конференцию. 2004 год – это, считай, вчера по историческим меркам. Всем было очевидно тогда, что активная поддержка Путина поможет кандидату в президенты Украины, что президент России может быть в соседней стране политическим актором, важным лидером общественного мнения, на которое ориентируется существенная часть общества. После 2014 года любая связь, любая ассоциация с российским руководством для политика на всем постсоветском пространстве, не только в Украине, это компромат. Вспомним, с чего начался белорусский кризис 2020 года. Главным пороком Виктора Бабарика в изложении белорусской пропаганды стало совсем не то, что он нехороший олигарх, а то, что он возглавляет дочерний банк «Газпрома», а значит, креатура Кремля, агент Путина. Я говорю о компромате, основываясь не на собственном субъективном представлении, а на объективной социологической динамике, которая вполне отражает перемены в украинском обществе. По данным Киевского международного института социологии, в 2001-2003 году треть украинцев поддерживали идею, чтобы Россия и Украина объединились в одну страну. Треть населения – это почва для существования огромной политической партии, всерьез претендующей на лидерство. За союз с Россией в то же время выступают и вовсе 43% украинцев, а положительно к восточному соседу относятся 83%. Совсем недавно. То есть любая политическая сила, претендовавшая в то время на голоса избирателей в Украине, просто не может игнорировать запрос, если не на объединение, то уж точно на очень плотную интеграцию Украины и России. Совсем уж точно на дружбу. Категорически против союза с Россией в то время выступает лишь 7% украинцев, совсем незначимое с электоральной точки зрения меньшинство. Наконец, 68% выступают против вступления в НАТО. Это картина на начало нулевых. Спустя 20 лет цифры таковы. За единое государство с Россией выступает 6% украинцев. 68% за вступление в НАТО, 45% против союза с Россией. Успешная и последовательная внешняя политика российского руководства перевернула общественное мнение в Украине совершенно до наоборот. Союзнические отношения с Россией из политической позиции, отражающей запрос общества, стали политическим самоубийством. И дело совсем не в политическом режиме. Просто Россия стала восприниматься агрессором, угрозой суверенитету, а русский язык – инструментом агрессии и пропаганды. Сегодня в Украине действуют многочисленные законы о защите национального языка. Ему выделена обязательная квота на телевидении и в радиоэфире. За прошедшие с 2014 года в стране закрылись все русскоязычные школы. Более того, существует специальный закон, регулирующий сферу услуг. Продавцы, официанты, операционисты в банке все обязаны начинать разговор с клиентом только по-украински. Продолжать, если обоим удобно, можно и по-русски. Здесь многие продолжают говорить по-русски, и это считается нормальным. Но начать обязаны на украинском. Не будем сейчас вдаваться в дискуссию, насколько это все работает и все такое.
Само направление мысли понятно. Русский язык стал угрозой, с которой нужно бороться для такой большой и важной страны, как Украина. Безумное словосочетание. Русский язык – угроза, с которой надо бороться, особенно применимо к Украине. Но факты таковы. В мае 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента. На них в первом туре был избран Петр Порошенко. Он пришел к власти на волне консолидации общества и огромных ожиданий народа. Пришел как компромиссная фигура, выходец из старых властных элит, поддержавший, однако, Майдан. Его предвыборные обещания остановить войну отвечали настроениям граждан Украины. В политической истории Украины уже бывало, что во времена серьезных общественных потрясений украинцы выбирали не новое, а хорошо известное, хоть и несовершенное старое. Так, в 1991 году они предпочли связанного с советским прошлым Леонида Кравчука, а менее системного диссидента Вячеслава Черновола отклонили. На политику Петра Порошенко сильно повлияла аннексия Крыма, сепаратистские движения и война. Но вместо милитаристской позиции в начале он выбрал имидж миротворца и объединителя страны. И даже произнес часть инаугурационной речи на русском языке. Хочу звернутися до співвітчизників з Донеччини та Луганщини. Дорогие наши братья и сестры, сограждане, многие из вас уже успели ощутить на себе прелести правления террористов. Они, помимо мародерства и издевательства над мирными гражданами, привели и без того кризисную экономику региона на грань полной катастрофы. Но мы ни при каких обстоятельствах не оставим вас в беде. Только к концу каденции риторика Порошенко отчетливо набрала патриотическое воинственное направление. И появился лозунг «Армия, язык, вера», на котором он и хотел переизбраться. Новое правительство сразу же обозначило себя реформаторами. На правительственные должности пригласили иностранных специалистов из Польши, Литвы, Грузии, Соединенных Штатов. Они должны были стать агентами перемен в стране. Именно они приступили к реформе полиции и медицины, к децентрализации. Сам по себе этот факт добавляет драматизма ситуации. По нему видно, насколько широкий мандат на реформы был у первого постреволюционного правительства. У президента Порошенко и нового созыва Верховной Рады было практически неограниченное доверие, позволявшее проводить очень быстрые реформы. Привлечение иностранцев на публичные властные должности – это совсем не рядовой шаг даже для самых устойчивых либеральных демократий. Когда запрос на перемены до того силен, что привлечение иностранных специалистов обществом приветствуется, это момент, когда у правительства совершенно развязаны руки для проведения любых реформ. Это редчайший исторический момент, когда можно не идти на сложные компромиссы, постепенно увязая в инерции бюрократической системы, но когда перемены могут быть очень быстрыми, очень масштабными, чрезвычайно радикальными. На многие ошибки первого после Майдана правительства можно закрыть глаза, но только не на упущение такого исторического момента, когда можно построить новую страну, новые институты, совсем другую жизнь с нуля. Что угодно неэффективное ликвидировать, что угодно приватизировать. Такова была потребность в переменах, такова была готовность терпеть временные трудности во имя новой жизни. Мы видели, как в похожей ситуации эта задача была решена на примере революции роз в Грузии. И мы, к сожалению, увидели, как момент был упущен в Украине. Как революционный азарт, не во всем, но во многом, в Украине не привел к широким реформам. Посмотрим, что все же получилось у Порошенко и его правительства. Децентрализация стала одной из первых реформ постмайданной Украины. С 2014 года населенные пункты получили возможность объединяться в территориальные единицы, которые получили больше полномочий и больше денег. Если раньше практически все заработанное на местах отдавали в Киев, как сейчас происходит у нас в России, а потом город просил на свои нужды у центра свои же деньги, то теперь большая часть денег остается в городе. Например, налог на доходы физических лиц распределяется так.
Раньше от него оставалось в городе лишь 25%, а теперь целых 60%. Города получили реальную финансовую независимость. За первые 5 лет после начала реформы годовой доход городов вырос в 3,5 раза. В результате сложных и длительных переговоров Петру Порошенко удалось заключить соглашение о безвизовом режиме с Евросоюзом. С 2017 года украинцы ездят в Евросоюз без виз. Плюс после получения безвиза в Украину пришли иностранные лоукостеры, что сделало путешествия еще более доступными. В этот же период полностью обновилась армия. В условиях активных военных действий в Донбассе ее пришлось создавать практически с нуля. В первые годы войны очень помогали волонтеры, которые скидывались деньгами со всей Украины и покупали необходимое военным снаряжение и продовольствие. В 2019 году в Конституции Украины закрепили курс на вступление в НАТО и Евросоюз и начали приводить вооруженные силы к стандартам НАТО. В рамках борьбы с коррупцией в 2016 году ввели электронное декларирование доходов и имущества для всех чиновников и политиков. Во время революции достоинства по всей Украине массово сносили памятники Ленину, а через год после Майдана началась декоммунизация, в рамках которой были переименованы города. Например, Днепропетровск переименовали в Днепр. А посвященные коммунистам названия улиц исчезли с карт Украины. Главным направлением во внешней политике Украины того времени стал поиск стран-союзников и формирование антипутинской коалиции. В обществе сформировался условный прозападный консенсус. Каким бы ни были политические силы, но если они претендуют на широкую общественную поддержку, они должны соответствовать прозападному вектору теперь. Теперь о неудавшихся реформах. Реформа полиции и правоохранительной системы, по примеру Грузии в Украине, не получилось. Получилось что-то среднее между российской сменой вывески и грузинским полным обновлением. Есть некоторые фасадные вещи. Переименование милиции в национальную полицию, создание патрульной службы, удобные сервисные центры МВД. Но уголовная полиция и следователи остались те же, что и при Януковиче. Как результат, низкое доверие жителей. Одна из причин провала реформы полиции – неудавшаяся судебная реформа. Отстраненные полицейские смогли легко восстановиться через суды. В ходе судебной реформы предполагалось с нуля создать новый Верховный суд, а нечестных судей, которые были запятнаны участием в политических процессах, уволить. Но реформа не пошла, и в результате в системе сохранились скомпрометированные кадры, которые обслуживали интересы предыдущей власти, а теперь стали служить новой. Вообще кадровая политика – слабое место Порошенко. Некоторые приближенные к нему люди были фигурантами коррупционных схем. В политике появилось немало непрофессиональных и скандальных персон от президентской партии. Большим скандалом стал так называемый Свинарчук-гейт по фамилии одного из участников. Бизнесменов из окружения Порошенко обвинили в закупке товаров для армии по завышенным ценам. Несмотря на обещание бороться с коррупцией, власти оставили старые схемы перераспределения государственных средств в интересах бизнесменов. В результате приватизация ряда объектов госсобственности была провалена, в Донбассе процветала контрабанда, заработанные на серых схемах доходы шли мимо госбюджета Украины. Закономерно тормозились реформы. Команду молодых иностранных специалистов, которые были лицами модернизации, вскоре заменили на местных крепких хозяйственников. К концу президентства Петра Порошенко украинский народ изрядно разочаровался. Как говорят многие украинцы, за годы правления Порошенко не оправдал идеалов революции достоинства, а его борьба с коррупцией, мягко говоря, не удалась. Украинская постмайданная власть, получив колоссальный уровень доверия украинцев, могла проводить любые реформы, но по итогу они получились гораздо более скромные, чем могли бы и чем общество ожидало. Однако надо помнить, что новая власть принимала страну в условиях государственного хаоса и сепаратистской анархии, когда было неизвестно, выстоит ли Украина вообще. А через 5 лет, по результатам честных демократических выборов, власть спокойно и мирно была передана следующему президенту. Страна с относительной экономической стабильностью, модернизированной армией и проевропейским курсом развития начала жить уже с новым президентом – Владимиром Зеленским. Теперь поговорим о президентстве Владимира Зеленского и о том, что изменилось в стране с его приходом. Вообще, политическая система Украины интересно и динамично устроена. Тут регулярно с 90-х годов
появляются новые партии и политики в большом количестве и приходят в парламент. В то время как у нас этот процесс затормозился в нулевых на 4-5 неизменных партиях. Наиболее популярный вид политических проектов в Украине – это такие лидерские партии. В первую очередь объединенные вокруг человека, а уже во вторую вокруг какой-то идеологии или принципов. Также есть большое количество партий и проектов, представленных лишь в отдельных областях. В России такое вообще законом запрещено. Вместе со старыми политиками существуют и новые. Та же Юлия Тимошенко – политический долгожитель, например, начавшая карьеру в конце 90-х, имеющая свою партию и даже почти ставшая президенткой. Петр Порошенко, например, с другой стороны, прошел путь от олигарха к политику и президенту. Одни политики уходят со сцены, кто на заслуженную пенсию, как Виктор Ющенко или Леонид Кучма, а другие в политическое небытие, как, например, коммунист Петр Симоненко или националист Олег Тягнебок. Но приходят и новые политики, часто вырастая до общегосударственного масштаба из мэров городов. Например, мэр Львова Андрей Садовой или Днепра Борис Филатов. Я, кстати, читаю его Facebook, это очень интересно, пишет он на русском, давно читаю, классный Facebook. Социальный лифт работает и для активистов. И, как мы убедились в 2019 году, для деятелей культуры тоже. И это я сказал пару слов о политиках высокого ранга. А ведь есть еще и депутаты парламента, которых и перечислить ты устанешь. Есть еще и городские думы. В общем, политическая жизнь здесь очень активна. Долгое время Украина, в том числе из-за политтехнологий, делилась на условный Восток и условный Запад. И если у кого-то было больше симпатий на Востоке, то получался пророссийский политик. А если на Западе, то проевропейский. Владимир Зеленский сломал эту схему и избрался в 2019 году, получив большинство голосов практически в каждом регионе. Его ошеломляющей победе есть несколько объяснений. Во-первых, в украинском обществе существовал нереализованный еще со времен Майдана запрос на новые лица. Он был частью общемирового тренда на несистемных политиков, который прокатился по Штатам и по Європі. Адже 21 квітня вибір тільки один – минуле чи майбутнє. Социологи задолго до выборов говорили об этом феномене. Даже известные политики имели не самый высокий рейтинг, но не было того, кто займет эту свободную нишу. Во-вторых, предыдущая власть в лице Порошенко, как консолидированная формация изменений, выдохлась, увязла в коррупционных скандалах и провалила или затормозила важные реформы. Более того, во время выборов она вообще сосредоточилась на консервативно-патриотическом электорате, попутно пугая войной. А от войны общество устало. А вот Зеленский провел отличную избирательную кампанию с сильными и оригинальными ходами. Чего стоят только дебаты кандидатов на стадионе. Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні, я це не ви у 14-му році. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошую. Зеленский был хорошо известен украинцам и не ассоциировался с неудачами и проблемами. А его простой стиль общения вызывал симпатию и ассоциировался с переменами, которые почему-то не случились за последние годы. Що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Даю вам 24 години. Думайте. Сразу за президентскими выборами последовали выборы парламента, на которых президентская партия получила большинство мест. Это само по себе нетипично для Украины. Впервые в истории страны одна партия получила достаточно голосов, чтобы сформировать большинство в парламенте без коалиции с другими силами. Таким образом, президент сосредоточил в своих руках полную законодательную и исполнительную власть. И это вместе с уходящим куда-то в небеса личным рейтингом. Таким образом, у Зеленского появились возможности для быстрых и масштабных изменений. Давайте вспомним его предвыборные обещания.
добиваться установления мира в Донбассе и освобождения пленных, снизить тарифы на отопление в 2 раза, бороться с олигархами, провести новых людей во власть, расследовать коррупцию предыдущей власти и раскрыть громкие политические дела и убийства, упростить взаимодействие с государством и перенести услуги государственные в онлайн. То, что назвали диджитализацией позже. Еще Зеленский обещал строить аэропорты, дороги и стадионы, провести долгожданную земельную реформу, то есть разрешить продавать и покупать землю, заняться медицинской реформой и многое другое. В первое правительство нового президента вошли технократы, то есть профессионалы без политических амбиций. И это тоже случилось впервые в истории Украины. Разве что министр МВД с 2014 года так и остался прежним, Арсен Аваков. Но главное, что премьер-министром стал 35-летний Алексей Гончарук, либерал, который ранее занимался дерегуляцией бизнеса. Президент поставил амбициозные цели и дал правительству год на то, чтобы показать результат. Дальше парламент с огромной скоростью начал принимать законы. В Украине это назвали турборежимом. Правительство Гончарука проводило рыночные реформы, занималось приватизацией и дерегуляцией. Через полгода на фоне скандала, связанного с прослушкой премьер-министра, где тот подвергает сомнению компетентность президента, и с приходом ковида и из-за отсутствия видимых быстрых результатов правительство было распущено, не просуществовав обещанного года. Следующее правительство менее смелое по составу. Зеленский все еще делает ставку на новых людей, но уже меньше, и к ним добавляются проверенные крепкие хозяйственники-бюрократы. Также в это время Зеленскому будут приписывать зависимость от олигарха Коломойского из-за тесных связей в предвыборный период. Последующие события покажут, что эти опасения не оправдались. Сейчас прошла уже половина президентского срока Зеленского. 2,5 года. 2 из которых выпали на тяжелейший ковидный кризис, доселе не видный нигде. Можно посмотреть, что получилось, что вышло, а что не вышло. Уместно сказать, что за это время изменился, во-первых, и сам президент. Если в начале срока он был открытым и легко импровизировал, отвечая на критику или вопросы, то теперь больше похож на обычного политика высокого ранга. Стал официальней и явно устал от бесконечных вопросов. Власть оказала свое влияние на человека. Но рейтинг Зеленского все еще высок, даже необычайно высок, как для президента на экваторе срока в Украине. Обычно президентов в Украине списывают раньше. Чего же удалось достичь за 2 года? Наконец-то приняли закон о продаже земли. С этой реформой страна опоздала лет на 30 и долгое время оставалась одной из последних стран мира без частной собственности на землю, что ощутимо замедляло ее развитие. Несомненным достижением стала диджитализация. Таким словом назвали перенос государственных услуг в интернет. Это чем-то похоже на наш сайт госуслуг, однако Киев пошел дальше и строит государство в смартфоне. Электронные документы приравняли к бумажным. И уже сейчас украинцы могут не носить с собой паспорт или водительское удостоверение. Могут сменить прописку, заказать сертификат вакцинации или открыть ИП в 2 клика. В результате услуги предоставляются быстрее, а главное, исчезает коррупционная составляющая в виде человека-посредника. В эту же копилку идет попытка создать отдельную налоговую зону для инновационного бизнеса, которая позволит привлечь в страну IT-компании. Ее запускают уже в начале 2022 года. Обязательно надо сказать о кампании по борьбе с олигархами. Против них принят отдельный закон. Можно сказать, что обещание Зеленского в той или иной мере выполнено. Президент имеет полный контроль над всеми ветвями власти и использует его для давления на олигархов вроде Ахметова, которые много лет сохраняли неоправданно большое влияние на политику в стране. А вот в других сферах радикальных перемен не получилось. Ту же диджитализацию иногда сильно ругают, замечая, что власть играет в смартфон, а не занимается благосостоянием людей. Избирательное законодательство не реформировали, а лишь скромно подкрутили чуть-чуть. Причем не так, как хотели изначально, без внедрения открытых избирательных списков, которые позволили бы гражданам самим выбирать проходных кандидатов. Сейчас партии сами определяют порядок кандидатов в списке. Что касается судебной реформы, она не началась. Медицинская тоже. Весьма скромные успехи в расследовании громких политических дел, таких как убийство журналиста Павла Шеремета. В отношениях с Россией вначале намечалась какая-то перспектива, если не потепления, то хотя бы диалога. Но позже Зеленский стал все больше напоминать лайт-версию Порошенко.
отказывается вести переговоры с неподконтрольными территориями, разрешает военным применять оружие, в том числе американские джавелины и турецкие беспилотники, призывает к санкциям против России или, например, проводит международную конференцию, на которой собираются главы многих государств и обсуждают аннексию Крыма. Также президент волевым решением ввел санкции против Виктора Медведчука, гражданина Украины и одновременно ближайшего человека к Путину в стране. Очень сильно по рейтингу президента ударил рост тарифов на отопление. Вместо снижения в 2 раза они вдвое выросли. На нынешней власти, как иногда говорят здесь в Украине, может лежать ответственность за провал прививочной кампании. Украина занимает в Европе 4-е с конца место по проценту вакцинированного населения. Однако это все следы Советского Союза и наше посттоталитарное общество. И в России, и в Беларуси ситуация такая же. Хотя в Украине доступны практически все основные мировые вакцины. Здесь можно спокойно привиться AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Правительство предпринимает адекватные меры для попытки роста числа вакцинированных, для убеждения людей вакцинироваться. Например, платит 1000 гривен тем, кто вакцинировался. Но это, к сожалению, не приводит к тому, чтобы цифра эта подходила хотя бы к среднеевропейским, уж не говоря о каких-то продвинутых странах типа Португалии или Франции. Обещаний, как и в любой президентской кампании, тогда было роздано немало. Некоторые из них, вот как мы видим, исполняются, но с некоторыми есть сложности. Как говорят украинцы, с которыми я тут общался, страна в целом двигается в правильном направлении, хоть и не с той скоростью, с которой, может быть, хотелось бы. Но остановиться или свернуть не туда власти не дает сложившееся сильное гражданское общество, которое отстаивает добытые большими усилиями права и свободы. И это является бесспорным достижением страны и ее граждан, независимо от того, кто у власти. В 2014 году на волне подъема патриотических чувств люди сначала на Майдане, а затем и по всей стране стали искать всем понятный и узнаваемый символ украинской идентичности, который бы их объединил. Помимо гимна, который пели протестующие практически каждый вечер, и национального флага Украины, в цвета которого было окрашено буквально все, люди стали обращаться к более старым атрибутам – народным венкам из цветов и вышиванкам, традиционным рубашкам с ручной вышивкой. Через несколько месяцев после Евромайдана во многих украинских компаниях у сотрудников появилась традиция приходить по пятницам на работу в вышиванках. Если раньше в вышиванках можно было увидеть только политиков, и то на особые праздники, например, День независимости Украины, то теперь в них стали появляться и обычные люди, причем в повседневной жизни. Депутаты стали выступать в них с трибуны Верховной Рады. В вышиванках есть предвыборные фотографии у всех известных политических деятелей Украины и президентов, включая нынешнего Владимира Зеленского. Праздник День вышиванки 19 мая стал отмечаться в стране с большим размахом. В те годы к событиям в Украине были прикованы миллионы глаз по всему миру, и многие заметили и полюбили яркие, красивые вышиванки из натуральных тканей и с ручной вышивкой. Этот интерес помог большому количеству украинских дизайнеров выйти на международный уровень. Звезды и политики по всему миру начали носить вышиванки и в знак поддержки событий в Украине, и просто потому, что они яркие, удобные и слегка экзотичные. А украинские дизайнеры стали перекладывать традиционные национальные мотивы на дорогие ткани, включая бархат и шелк. Таким образом, предлагая звездам мировой величины варианты, которые бы отвечали их запросам. Украинские вышиванки захватили модный мир. Два самых известных имени дизайнерок – это Вита Кин и Юлия Магдич. Их вышиванки стали настоящей сенсацией. До сих пор они пользуются спросом. После того, как Анна Деларуссо, которая является одной из самых влиятельных женщин в модной индустрии, работая на Vogue, появилась в вышиванке от Виты Кин сначала в своем инстаграме, а потом еще и в другой, после показа Гуччи на Миланской неделе моды в 2016 году, в вышиванках стали ходить вообще все. Дита фон Тис, королева Нидерландов, Кэти Холмс, Рис Уизерспун и даже Ксения Собчак и Мирослава Дума. В вышиванках от Юлии Магдич были замечены Кэтрин Зета-Джонс, Келли Осборн, мать Илона Маска и Патрисия Каас. Последняя лично выбирала культовое платье в бутике в Киеве.
Так, к 2015 году The Wall Street Journal назвал вышиванки Виты Кин самым популярным летним платьем года. В 2016 году The Wall Street Journal признал вышиванку всеобщим трендом, а к 2017 году Vogue выучил это слово в транслитерации. Вышиванка теперь на всех языках звучит одинаково. В итоге мода делать вышиванки прошла через несколько творений модного дома Валентина и закончилась, конечно, в масс-маркете. И Zara, и всякие пляжные марки подхватили этот тренд. Даже сейчас в курортных городах вы наверняка найдете вещи, напоминающие о тренде на украинские вышиванки. Этот модный всплеск и внимание всего мира дали возможность продвинуться и другим талантливым дизайнерам, создающим не только вышиванки. Помимо упомянутых уже Юлии Магдачи и Виты Кин, на международном рынке стала известна Ксения Шнайдер. Она делает одежду, сшивая ее из старых джинс. Таким образом, ее бренд попадает в тренд на экологичное потребление. Руслан Багинский. Его шляпы носят Джиджи Хадид, Майли Сайрус и Мадонна. Иван Фролов. Платье его бренда носят Риhanna и Ким Кардашьян. Бренд Sleeper, который сделал себе имя на пижамах. И некоторые другие. Сейчас модные разработки являются неотъемлемой частью украинской культуры, и в стране продолжают появляться талантливые марки. Правда, уже без таких ярких отсылок к традиционному национальному платью. Украинский ответ всемирным масс-брендам H&M и Zara – это бренды Must Have и Jewel. Сейчас модные разработки являются неотъемлемой частью украинской культуры. В стране продолжают появляться талантливые марки, так как есть спрос на украинский продукт среди самих же украинцев. Их сплоченность даже в этом вопросе проявилась после Евромайдана как желание поддержать своих. Мы возвращаемся в Москву, чтобы здесь поговорить о роли России в судьбе Украины. Вообще говоря, если вслушаться в то, что говорят российские пропагандисты, когда смакуют украинские общественно-политические и экономические проблемы, то можно обнаружить удивительный посыл. Посыл будет в том, что проблемы Украины – это наша заслуга. Это победа, это наказание соседа за независимость, свидетельство того, что постсоветские страны не способны к самостоятельности. Действительно, российское руководство сыграло в новейшей истории Украины самую драматическую роль. В 2012-м, когда Украина принимала чемпионат Европы по футболу, одним из пунктов масштабной программы подготовки к нему стала реконструкция и строительство нового терминала Донецкого аэропорта. Тогда 5 игр чемпионата, в том числе четвертьфинал и полуфинал, принимал новый стадион Донбасс-Арена. Кто бы мог вообразить, что Донецк, одна из столиц европейского чемпионата, богатый и благополучный промышленный город, менее чем через 2 года станет зоной боевых действий. Что новый Донецкий аэропорт, который обошелся в фантастические $875 миллионов, будет стерт с лица земли. А само это словосочетание будет ассоциироваться ни с каким ни с чемпионатом, ни с болельщиками, прилетающими посмотреть футбол, ни с транспортной инфраструктурой, а с кровавыми боями. Активные бои за аэропорт начались в июне 2014-го, спустя всего 24 месяца после полуфинала. Просто вообразите себе эту историческую перспективу. Мы все хорошо помним, например, начало пандемии COVID-19, как в начале 2020 года стали приходить первые данные из Китая, как мир стремительно стал закрываться на карантин. Это очень близко, почти вчера. Представьте, что за тот же срок европейский город, в котором вы жили, превращается в линию фронта. Что аэропорт, из которого вы летали на отдых в Дубае и по работе в Мюнхен на Люфтганзе, лежит в руинах. Привыкнув к словосочетанию «война в Донбассе», мы действительно недооцениваем степень трагичности и безумия происходящего. В смысле именно нанесения вреда российская пропаганда права. Действия российского руководства оказались чрезвычайно в этом деле эффективны. Украина утратила часть территорий, и эта часть территории ныне постоянный источник нестабильности. Но оценивать свой успех по степени вреда, нанесенного соседу, может только совершенно сумасшедший человек. Давайте посмотрим на то, что в результате получила Россия. Россия получила санкции. Опять же, 10 лет назад слова «санкции» и «Россия» не могли встречаться в одном предложении. Санкции – это про Иран, про Северную Корею, про страны-изгои. Россия, при всех недостатках своего режима, была максимально далека от этого статуса, но оказалась в ряду изгоев в один момент. Санкции – не абстрактная угроза.
Санкции сами по себе и перспективы введения новых санкций напрямую повышают риски инвестиций в Россию, напрямую препятствуют экономическому росту. Санкции, даже если вводятся максимально далеко от той отрасли, где заняты непосредственно вы, делают вас беднее каждый день. Россия получила делегитимацию собственных границ. Огромную территорию численностью в 2 миллиона человек, где сегодня невозможен никакой нормальный бизнес, где не может работать даже большинство российских государственных компаний. Речь про Крым. Территорию, которая, несмотря на все свои огромные преимущества, обречена оставаться дотационной, способной выживать лишь за счет федерального бюджета. Как можно было себе представить, что Москва и Киев перестанут быть напрямую связаны, что самым простым способом добраться из украинской столицы в российскую станет пересадка в Стамбуле? И все это случилось не по какой-то сложной исторической причине, а потому что у одного конкретного физического лица и его окружения нет иной цели, кроме максимального продления своей личной власти в России. Закончить свой рассказ я хочу немного необычным примером. Вот смотрите. На этом видео наследный принц Дубая пьет кофе на верхней точке самого большого в мире колеса обозрения. Оно появилось в Дубае на острове Blue Waters, в новом районе, построенном лучшими мировыми архитекторами, таким образом, чтобы человеку в нем было комфортнее всего жить и находиться. Почему я вам это показываю в этом ролике? Потому что даже очень странные общества, живущие по законам шариата, нарушающие мыслимые и немыслимые права человека, могут поворачиваться лицом к людям. Их лидеры могут ставить себе целью не мировое господство, не геополитическое противостояние, а просто улучшение жизни людей на своей территории. Нам в России хорошо бы этому научиться. А то мы вроде как мировая империя, а сами без штанов. Под флагом защиты интересов русского населения мы можем устроить войну в соседнем государстве и по факту разгромить жизнь в 2 крупных русскоязычных городах. Там теперь никто не выпьет кофе на колесе обозрения. Там теперь военная диктатура африканского типа, вместо современных городов, где еще недавно, в 2012 году, чемпионат Европы по футболу проводили. И при этом защищать интересы русскоязычного населения в каком-нибудь Омске или Пскове никто тут у нас и не думает. Люди живут в нищете и разрухе, зарабатывают в 2,5 раза меньше, чем, скажем, эстонец, занимающийся тем же самым. Эстония вышла из того же СССР. Главное, что государство делает для людей, вещает им из телевизора про стратегическое превосходство и геополитические победы. Разговор про Украину – это в первую очередь разговор про нас с вами, про то, как мы допустили такую власть, которая вместо улучшения жизни своих граждан думает о геополитических авантюрах и восстановлении мира, каким он был десятки лет назад. Это чистейшее, кристаллизованное безумие. И мы, а также наши соседи, вынуждены дорого за него платить. Когда-нибудь у нас в России будет такая власть, которая нынешнее состояние мира примет за данность и займется улучшением нашей страны. Такая власть реализует наш огромный потенциал, который состоит в первую очередь в человеческом капитале. У нас очень образованное, урбанизированное население. Люди наши очень много чего умеют, если им не мешать, а тем более, если помогать. У России есть все основания стать лидером в регионе, но не за счет военных угроз, а за счет лучшего образования, которое будет существенно дешевле западного и на знакомом русском языке, за счет лучшей медицины, лучших условий для развития бизнеса. Мы должны стать такой страной, где человек чувствует себя защищенным, где независимая судебная система защитит его от произвола, где он в безопасности сможет развивать свой бизнес и растить детей. У нас должны быть самые удобные и безопасные города, самая качественная городская среда. Мы должны быть приветливы, логичны и удобны для приезжих. И тогда наш язык не будет восприниматься языком врага. Тогда русские захотят изучать в школах, так же, как сейчас хотят изучать английский. Тогда Рунет вновь объединит все страны региона. Тогда тот самый русский мир, не пропагандистский, а настоящий, заживет мирной и счастливой жизнью. Мы будем усиливать друг друга, помогать друг другу жить богаче и лучше. Не потому, что кто-то угрожал вторжением или стучал кулаком по столу, а просто потому, что это будет естественное желание людей. Но все это случится лишь тогда, когда в России будет человекоориентированная власть. Когда российский президент будет хвастаться не танками или ракетами, а лучшим жилым районом, самым высоким в мире колесом обозрения. Вот что я хотел сказать сегодня на канале Ильи. Надеюсь, что вам понравилось. Заглядывайте ко мне на канал. Такие длинные видосы выходят у меня редко, но зато каждый день выходит видео покороче. Про политику, экономику, историю, текущую ситуацию.
Если вы на меня подписаны, то прощаюсь с вами до завтра. А если нет, то подпишитесь, пожалуйста. До свидания.